Если ты опаздываешь на тренировку на 10 минут, ты не приходишь. У нас, если ты проиграл, ты можешь реально получить. Ничего личного, там просто не порти здесь общую атмосферу рабочую. Тот на своем канадском говорит «How was your flight?» Ну, не просто не «How are you?», я это не учил, блин. Приехал, там русский в этот бадминтон играть не умеет. Ну и все, я его здесь закрываю сразу. 30-29 мы выигрываем. Это была крутая победа, мы обыграли чемпионов мира. Подход Дуркина, давай назовем его так. А самое обидное поражение? Кажется, что я мог еще усерднее работать. Спортсмен и тренер, они должны быть на одном уровне. Но сейчас вроде как открывают нейтральный статус. Без флага, без гимна нельзя. Просто не думают о спортсменах. Предложили бы стать тренером сборной. Ты бы пошел? Всем привет! С вами канал Badminton Open, Николай Матазов и Сергей Шумилкин. Всем привет. У нас снова рубрика «Открытый бадминтон». И сегодня у нас в гостях... Виталий Дуркин. Виталий. Привет. Привет еще Я раз. должен сказать, наверное, всем привет. Так это начинается? Да, и пару слов. Кто такой Виталий Дуркин? 8-кратный чемпион России. Правильно, Виталий? Не знаю. Я считал. Да, поднял статистику. Поднял статистику. Многократный чемпион международных соревнований по бадминтону. Я зачитаю страны, где Виталий первое место взял. Шотландия, Уэльс, Болгария, Италия, Франция, Чехия, Польша, Эстония, Швейцария, Венгрия, Бельгия, Австрия. Ну, это, наверное, все Это европейские везде, страны. где я выигрывал. Да, везде, где выиграл. Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал. Ну, круто Далее, звучит, конечно. далее. Вьетнам, Таити, Перу, Это- Бахрейн и, конечно же, Россия очень много раз. 8 раз буду знать, хотя то никогда не считал даже, сколько это было. 8 Да. круто. И действующий тренер как профессионалов, так и любителей, главный тренер Badminton Open, это важно, сибиряк Виталий Дуркин. Слушай, ну, правда, долгожданное интервью. Очень рада тебя видеть. И, в Да, я принципе, помню, вы уговаривали меня тут все годами. Уговаривали, Виталий, давай как так уже. получилось, что ты решился? Ну, пора уже рассказать, наверное, свои мысли. Наверное, будет интересно узнать всем, что я думаю о тренировках и вообще о процессе, и вообще о бадминтоне в этом мире. И о тебе. Давай, я Давай больше так, сейчас. если вот честным быть, Виталий очень такой, ну, можно сказать, скрытный человек. Он сильно там не рассказывает про Спокойный. спокойно, да. Там много, допустим, вещей, вот мы с Виталием разговаривали, я некоторые не знал, а они, оказывается, были. Поэтому интересно, это интервью будет очень крутое, интересно. вообще никогда не делал такие интервью, то есть для меня тоже будет такой опыт. Ну что, начнем? Давай. Виталий, ну, с твоего первого, как ты попал в этот вид спорта? Да, сам удивляюсь, как я вообще туда попал. Ну, где-то у меня родители, у меня папа играл в волейбол, он был вовлечен там в команду университета, там у них был и бадминтон, и все-все-все, и мы часто ездили в спортивный лагерь, такой он был для сотрудников университета, и там играли и в бадминтон, и все, и дети сотрудников, и они стали моими друзьями, и они сразу все играли в этот бадминтон. Я сказал, я тогда тоже хочу в бадминтон этот поиграть. Тогда они стали уже расспрашивать, где эти там есть секции в Новосибирске. Она оказалась там целый час ехать до нее. Но я сказал, все, хочу играть, и давайте хочу обыграть этих всех своих друзей. И тогда с этого все и началось. Тогда я начал ездить на эти тренировки. Сначала меня родители возили, потому что было далеко. Там, это я начал с 1 класса. Ехать надо было на электричке, потом там идти пешком или на автобусе доезжать. Сначала меня родители возили, потом уже я начал сам туда ездить. Вот так это началось. А с кем ты был в начальной группе? Были ли те, с кем ты потом продолжил заниматься? Или все отселись, ты один остался? Я эту начальную группу вообще не помню, кто был. Вот были мои друзья. Когда я пришел, не помню, был ли там Коля Николаенко в эти первые дни. Саши Николаенко еще, наверное, не было в этой группе. Он все-таки попозже немного начал. Но группа была очень большая. Блин, я приходил в зал, там, наверное, человек 20 было детей. На то время в бадминтон столько народу играет, я был удивлен просто. Ну, и ты начал, или был какой-то выбор, еще какой-то вид спорта тебе нравился? Ты выбирал, либо сразу попал? Ничего не выбирал. Я сначала занялся бадминтоном, потом я ходил в какую-то секцию по футболу. Мы ходили, потому что у меня друзья школьные занимались футболом, поэтому иногда там ездил. У нас такой был ДК Чекалова, там занимался футболом. Но буквально это, наверное, месяца 3 было. А так все время я был в этом бадминтоне постоянно. А первый тренер? Первый тренер – это Ивлахов Эдуард. Наверное, вы его не знаете. Новосибирский, но мне казалось, тогда самый крутой тренер. Как он круто играл, там он левша еще был. Он тогда меня привлекал и начал уже прививать какую-то любовь к этому виду спорта.
И нам и родителям казалось, блин, какой он крутой, этот Эдуард Михайлович, посмотри, как он выглядит вообще, как он там преподает. Все, как нам повезло, что мы туда попали. И сколько ты у него, получается, тренировался? Я уже плохо помню, там все время было, тренеры менялись, потом он опять приходил, потом уходил, и очень большая была смена тренеров тогда, пока не пришла вот Татьяна Валерьевна Зверева, с которой мы уже были всю жизнь потом вместе. Она пришла именно в этот зал, где ты начинал? Либо Да, ты да, у нас перешел? там было в одном зале все. Потом из этого зала уже сделали боулинг, мы так все время тосковали, что там был бадминтон, заходили играть в боулинг, когда с ребятами вспоминали, вот здесь была там у нас раздевалка, здесь мы там этим занимались, а теперь здесь боулинг. Виталий, скажи, тебе сразу зашел бадминтон? Либо ты так присматривался? Я просто был фанатом. То есть я после тренировки просил родителей, папа, пойдем там в парке, просто будем бить по этому валанчику. Просто встанем на улице, будем стучать на аллее там где-то. А что понравилось? Ну, просто тебе нравилась игра, нравилось, что ты попадаешь по валану, нравилось там перемещаться по корту, нравилось там кого-то обыгрывать. И вообще у нас была популярная игра на даче, когда мы с папой вставали. Там такая безлюдная была улица у нас в деревне, бабушка жила. И твоя задача была высокодалекими загнать его до конца улицы. То есть, кто туда загонит человека, просто высокодалекий бьешь, там же не сетки, там ничего отрабатывать нельзя, но высокодалекий на силу ты можешь, короче, шарашить. И вот кто кого загонит куда по улице, тот выиграл. Так, и через какое время ты стал загонять папу далеко по улице? Ну, долгий процесс это был. Он сначала играл на одной ноге со мной. То есть он говорит, я на одной ноге буду прыгать, ты можешь там на двух обычно. Все, потом уже он встал на две ноги, ему были равны, потом уже я на одной ноге стал его перебивать туда. Так, давай дальше тогда. Загнал отца, а когда начал загонять уже своих сверстников? Ну, это какие-то, наверное, местные соревнования. Какие-то местные, конечно, городские. Сначала там внутри секции ты с кем-то соревнуешься. Сначала мне удавалось занять предпоследнее место, это уже был кайф, что я обыграл там своего противника. Ну, все были старше там обычно, и нас двое было чуть помладше, и когда я стал 14-й, он 15-й, все, это была для меня победа. Дома там был праздник, папа там был счастлив, все, ты его обыграл, молодец. Причем обыграл его вторую партию там 15-0, вот такое. И все, тогда я уже почувствовал, что я могу выигрывать. А когда ты почувствовал, что вот, наверное, вот здесь я талантлив, я здесь смогу что-то показать, и, наверное, вот своей силой я буду бадминтон пускать. Да никогда не было таких мыслей. Просто играл. Вообще, я просто наслаждался игрой и подумать, что, я могу там достигнуть чего-то, или я буду стремиться стать олимпийским чемпионом. Я не помню этих мыслей. А тебе говорили твой тренер, там родители, то, что, Виталий, вот мы видим в тебе талант, ты можешь. Такого. Не помню, что какие-то ставили, давай, ты сможешь, ты выиграешь, там, ты будешь там лучшим где-то на чемпионате России. Мне кажется, не было такой, не знаю, была, может, у них такая цель внутри, чтобы они транслировали это, я не помню. Ну, ты играл в удовольствие, получал. Я просто кайфовал от каждых там игр и все. Кто-то шел, например, там, пойдем в кино, там, пойдем что-то поделаем. Я говорю, не, я хочу, пойти на корт еще поиграть. Там. Я пойду на тренировку, поиграю. Я не хочу, в кино. Это для меня была не работа, не на какой-то напряг, что мне на тренировку надо пахать там, а просто времяпрепровождение, которого я хотел. Ты помнишь своих первых партнеров, с кем ты играл? Конечно, все играли одиночку и все подряд. И самый мой основной соперник был Джим Николаенко. Приехали на какой-то турнир, помню, такой у нас был пригород Пашино. И какой-то мелкий крендель все время болтает, постоянно не останавливается. Подходил, что-то, там, привет, давай, это, то, все. Кто такой вообще? Тогда он еще играть не умел даже. Потом мне сказали, это вот там Николаенко такой. Говорю, ладно, Николаенко, так Николаенко. Что он лезет постоянно со своими разговорами. И все. Но потом мы все-таки сдружились, потом мы стали играть пару. Еще мелкие совсем мы играли вместе. И вот это был мой основной соперник и основной друг стал уже. А Колю Николаенко ты уже знал до этого? То есть тебе сказали, что это Николаенко? Колю Николаенко я знал, но он не участвовал с нами в этих турнирах никогда. То есть он там был уже очень высоко, и там мы даже близко к нему не подбирались. Когда твои первые победы пришли? Да, долгий этот был процесс. Ну, какие-то, может, какие-то, если не локальные мы говорим, не уже локальные, первенство российские. Уже, да. Уже лет там в 16, Я просто помню, мы приезжали на Россию по нашему году, и у нас задача была попасть в 24. То есть ты за выход 16, понятно, проигрываешь, и потом дальше, уже когда за места играешь, если ты там следующую выиграл, в 24 попал, по-моему, тренер тогда пообещал, что я подарю тебе журнал «Badminton World», или как-то он назывался такой. Тяжело его было достать.
Типа, давай, выиграешь, все, я журнал тебе подарю. Это какие соревнования были? Чемпионат России, А, первенство России. Первенство России. первенство. Наверное, это было до 15 или До до 17 лет, какое-то такое еще мелкое. То есть мы там совсем ничего не завоевали. То есть 15-17 ничего, когда... Нет, наверное, 17 мы уже начали что-то цеплять. Ну, то цеплять в паре. С Я Джимом помню, мы или играли ты микс. Я играл с Ирой Крижимской, и Джим играл, по-моему, с Саней Ефремовой, что ли. Вот мы и встретились в финале. Как-то это по 79-му году такая была Россия. Наверное, это было до 17 лет. Вот это первый раз, когда мы там добрались куда-то до призов. Мгм. Ну, сразу в финал, как куда-то до призов. Ну да. Но пару вот не помню, как мы сыграли. В финале мы, наверное, не были. А молодежное первенство России до 21 года? Вы уже, наверное, Молодежные были в до топ. 21 года я выиграл одиночку уже. То есть ты, получается, одиночку... Мы там, поздно, то есть, начали играть. То есть, юниорские мы не хватали там призов. Да, но все равно ты одиночку, ты выиграл, и потом тебя-то все знают не одиночника, а миксера и парника. Я одиночку так-то и за Я-то сборную еще даже сыграл. Я застал, Колян, когда еще Виталик одиночку. Я помню, Да? приехал на один из своих первых чемпионатов России, и еще сказали, вот приедет Виталий Дуркин. Взрослых? Да, взрослых. Помню, это было в И чё? Саратове. Виталик одиночку играл? Виталик играл одиночку. И ты, по-моему, только приехал из Дании. Был такое? Что я в издании, когда ты приезжал? Приезжал Да, и бывало потом в этой жизни. играл на чемпионате России, играл одиночку. Я вообще, у меня где-то есть скрин, я себе делал когда-то давно, что я был второй в рейтинге в одиночке. Был Павел Уваров первый, а я второй был в рейтинге. Вот такой был момент. А как ты Я решил? играл чемпионат Европы одиночку за сборную. Против Роберта Блейера. Или, наверное, серебро он на чемпионате мира в паре Но он уже занял. парник. Ну, то есть, Вот он такой вот парник. Вот мы с ним играли как раз одиночку, поэтому это интересно вспомнить. Он же потом и стал тренером, по-моему. Но он стал тренером, он сейчас там в Шотландии. Но вот он с Кларком, они были вторые на Да, чемпионате мира. нормально. паре. Сильная пара была. И никто его тоже не знает как одиночника. Вот он тоже начинал, когда маленький был, еще одиночку. То есть, все, кто хочет играть пару, сначала Обязательно. одиночка. То есть Обязательно нельзя поиграйте пройти. одиночку. Нельзя пройти такого, через- не может быть такого, да, что ты в 15 лет решил, так я парник и миксер, одиночку отработай, правильно? Я думаю, все играли. В мире там все. В 15 лет еще играют все. Ну, там все играют, мне кажется, одиночку, пару, Ну да. микс, где там больше уже видно потенциал. Не знаю, как у азиатов там, но в Дании, наверное, там вот где-то в 15 как раз они начинают разбирать, что ты будешь играть. Ты играл одиночку, почему ты решил перейти в пару? Да лучшие результаты были. Просто, там Легче лучше... было там, результатов добиться, мы больше достигали в паре. То есть я долго играл одиночку, я там много сыграл международных турниров в одиночке. И потом все-таки в паре мы всегда были где-то в топе, в одиночке там полный провал обычно. Ага. Еще и устал, как собака. Поэтому Набегался. мы решили, что давай с этими одиночками завязывать, просто сосредоточимся на парах. Необычный в то время, но ключевой, наверное, для тебя момент – переезд твой в Данию на тренировки. Как ты принял такое решение? Кто посодействовал, поспособствовал? И вообще, как до этого дошло? История такая. Мы поехали, наверное, был один из первых тоже соревнований, когда за сборную я поехал играть или Томас Кап, или был это, или Судерман Кап. И там ко мне подошел Майкл Кельсон, это тренер там академии в Дании. Вручил какую-то брошюрку. Говорит, вот, вроде ты ничего играешь, так молодой, у тебя перспективы есть. Приезжай к нам потренироваться. Я, супер, ладно, приеду, открываю, там написано, стоимость тренировок там, не помню уже сколько, в районе там $5000. То есть высокая. Да. Да. Я, То круто, время конечно, точно. к вам приехать, ладно. Спасибо, Майкл Кельсон. Все понял, прикольно, всем Приезжайте показывал, вы к нам. смотри, меня пригласили. Он говорит, да что тебя пригласили-то? Тут просто менеджер работает, чтобы бабки содрать. Они, Куда тебя думали, он- пригласили? он А я думал, думаю, что флайеры. я так круто играю, вот ко мне только подошел. Он говорит, да вот, мне тоже дал, блин. И всё Подожди, такое. а не тот ли Майкл Кельсон, который потом с академии ездил по турнирам? Да, Либо... конечно, это он. То есть Он там- тренировал Питер Гейда, Да, то есть... начинал маленького. Круто. Он в сборной поработал Дании, потом из сборной ушел, говорит, все, я пойду вот сам все делать. Ну и все, я прилетел домой, прихожу к Татьяне Валерьевне Зверевой, моему тренеру. Говорю, вот мне такую вручили бумажку. Представляете? делать? А что? Будем. Ну, она смотрит, говорит, хорошая идея, кстати. Я бы еще и дочку свою послала туда. Я говорю, так Так. денег там видели, сколько написано-то? Соберем. Не заметил. Она говорит, да ничего, у меня там есть знакомый, очень А. состоятельный человек. Он такой любитель бадминтона был, Михаил Саныч Камха. Крутой чувак. Она говорит, я с ним поговорю. А может, он оплатит что-то.
Ну все, потом там несколько дней проходит, она говорит, я поговорила, он оплатит. Да. Тренировки оплатит. Я говорю, ну а жить там же квартиру снимать. Он говорит, ну это как-то ты уже там сам. Типа. Тогда она там, Татьяна Валерьевна, встречается с моими родителями. Там мама, папа, все, они обсуждают. Но мама, мне кажется, всегда мечтала меня из этого Новосибирска отправить. Райончик у нас там неблагоприятный был такой. Хоть в Данию, хоть... И она всеми способами, давай его куда-нибудь, блин, только бы он здесь не шатался с этими своими одноклассниками. И сразу в Данию, там, в Москву перебираюсь есть поближе. такой шанс. Давай, мы, сделаем все, чтобы он туда свалил. Все, чтобы он здесь не попал в какую-то дурную компанию, типа. Это возраст был у тебя примерно? 19 где-то 19. у него было. Так где-то. Ну, уже до 20 это было. Ну и все, и они решают, что все, давай его отправляем. Мама с папой. Татьяна Валерьевна говорит, все, на тренировке, тут, по крайней мере, на первый сезон там деньги дают. Мама с папой, большой респект, что они тут, конечно, сделали большое дело. А жил ты там у кого-то? Снимали квартиру за деньги, все, снимали квартиру, на питание нужны были деньги. И мама искала тоже везде эти деньги у себя на работе, там спрашивала, кто-то там спонсировал. То есть такие у них тяжелые были времена, мне кажется. Они ничего не могли себе позволить, и все средства пытались отправить туда, чтобы я там просто находился. Ну, ты, получается, наездами, да, туда приезжал? Я уехал, типа, там сезон с сентября по май. С сентября по май? С сентября приезжаешь, там все начинается, ты оттуда можешь ездить на соревнования, обратно возвращаться. Поэтому на родителей там легла большая забота об этом. Кто был там твоим тренером? Майкл Кельсон. Он всех был тренировал? Основной тренер, а второй тренер у нас был Ларс Урре. Не знаю, знаешь такое имя или нет. Он был тренер сборной Дании долгое время. Он, наверное, лет 5 или 6 потом сборной Дании руководил. Он тренировал нас в академии, был вторым тренером. Потом он уехал в сборную Финляндии, потренировал. И потом его пригласили в Данию, и он долгое время там был. До сих пор я с ним на связи, даже спрашивал, может, ты на бадминтон Open сборы приедешь как-то. А он что? Он говорит, сейчас ситуация политическая, когда разрешится, тогда давай обсудим. В принципе, я сейчас занят тем, что ищу новые таланты, там по Дании езжу, занимаюсь там вот такой работой, как скаут уже. В принципе, если у меня будет время, совпадет, там и по финансам договоримся, может быть, я и смогу приехать какие-то дни там провести. То есть у нас остались дружеские отношения достаточно. А кто был из твоих партнеров по команде, кого, возможно, мы знаем? Были известны какие-то люди? Я жил вместе в одной квартире с Дики Пальяма. Спортсмен из Голландии, достаточно Голландии, наверное, он даже был, в топ-10 он как-то заходил в одиночке. Приезжал к нам на Russian Open. Да, приезжал к нам на Russian Open. Как раз мы здесь проводили время вместе. Да, выиграл, он выиграл в финале. Да. И ты, кстати, тогда выиграл тоже. Да нет, я тогда еще так хорошо не играл. 2008 год. Да? И как он, человек, как ты с ним жил? Веселый? Да, очень крутой. Он меня научил блинчики готовить. Голландец, россиянина. Да. То есть мы все время готовили дома что-то. У нас достаточно было много времени, там у нас не было никаких дел, кроме тренировок. Мы все время то там что-то готовили, то шли в какие-то вечеринки там в датские рестораны, там в датские кафе, проводили время там, разговаривали, играли в какие-то настольные игры. Много времени проводили вместе, не играя в бадминтон когда. Ходили на каток даже, я его учил на коньках кататься, он меня блинчики, готовил. В принципе, бартер. Виталь, а ты язык, как у тебя вообще с языком был? Ты знал, сколько ты да слов никак знал? Я не говорил вообще. Я пошел там на курсы быстрее, какие-то индивидуальные занятия, месяц или два позанимался. То есть ты не знал вообще? То есть месяц или два позанимался, все, я прилетел в Данию, этот Майкл Кельсон меня встретил. Мы поехали, он говорит, сначала надо заехать в зал, там что-то решить, какие-то вопросы, потом я тебя отвезу на твою квартиру. Мы приехали в зал, там с тренировки вышел Бобби Милрой, такой из Канады был, тоже он, по-моему, первый или второй одиночник был. Он говорит, вот к нам приехал новый спортсмен, Виталий Дуркин, вот Боб Милрой. Тот на своем канадском говорит, how was your flight? Не просто не how are you, я это не учил, блин. How was your flight? Да не было такого. Посмотрел такой, отвернулся и пошел в машину, просто сел. Давай, ладно. Я до сих пор вспоминаю этот позор. И пошел. Нормально все было. А тогда даже ни телефона не было, ни гугла, то есть этот язык мне тяжело давался. У меня был какой-то разговорник обычный, где написано русскими буквами, как нужно произносить английские слова. И как ты вообще понимал первое упражнение, как тебе объясняли там? Ничего я не понимал. Я просто посмотрел там, он мне показал там сюда, ты сюда, потом тебе туда, там, например. Потом я уже удары все заучил, это было самое первое. Как называются все удары. Потому что там была Настя русских еще в этот период. Я говорю, давай погоняй меня по ударам. Вместе с тобой она занималась. Да, в этот же период. Погоняй меня по ударам, как там, какие удары, хотя бы, чтобы я знал, что говорят вообще. Потом, когда
У меня такой был там момент. Потом Настя улетела на соревнования через 2 дня. Все, никого нет вообще. Еще я в этот момент жил с англичанкой. Я А Дикий приехал Полям только. появился. Полям мы позже потом переехали, мы там долгое время Англичанку жили. ты выгнал? Говоришь, Дикий, приходи. Не, я от нее уехал. А Сам. Она посуду не мыла. О, Блин! Там гора посуды, пока посуду она не не моет. забьется до самого крана, она ее не мыла. Ну и все, я поехал, мне надо в зал ехать на автобусе, где-то выходить там. Он говорит, ну все, приезжай на эту остановку, там зал, вот я же тебе показал, тут пешком 1 минута от остановки. Я, блин, как мне на этой остановке выйти, где эта остановка будет? Я давай этот разговорник английский листать, нахожу, подскажите, пожалуйста, как выйти мне на такой-то станции. Там прям русскими этими буквами написано. Все, я захожу в автобус водителю. Ну. Он, ага. Все, и потом он в микрофон говорит, вот эта станция, типа, выходи. Виталий Дуркин выходит. Ну, по-английски. Все, я понял, так. Вот это первая была, можно быть, фраза, которую я сказал там на английском. И сколько времени ты изучал, чтобы тебя понимали, чтобы ты мог разговаривать? Сколько? Комфортно было, когда ты уже комфортно себя там чувствовал. Комфортно до сих пор не чувствую. Но когда я начал понимать, наверное, месяца 3, я начал понимать все упражнения. То есть все слова там примерно повторялись. Я уже знал, что он требует от меня, где там push, где там kill, где там be patient, там чуть терпения добавь. Или что-то такое, это я уже все знал. Но общаться в магазине и где-то там ходить спокойно разговаривать, что-то расспрашивать о каких-то вещах, наверное, я стал месяцев через 5-6. Вот так. То есть не быстрый процесс был. Но у вас там интернациональная команда была в твоей академии. Да, Голландия. там, отовсюду. Там были все. из Дании. Там, например, Йоким Фишер тренировался с нами. Потом первый год я был в клубе, который играл, по-моему, в 5-й лиге Дании или что-то такое. А потом на следующий год меня уже купил клуб, который был в высшей лиге. И там уже в этом клубе были и Матиас Бо, потом Йонас Расмуссен, который был чемпионом мира как-то. Тина Расмуссен, Тина Баум, потом она стала. То есть там уже была команда самых топов. И мы выиграли чемпионат. Но я там не часто играл в элитной команде. По-моему, 1 или 2 раза. То есть у них команда Всё равно. имеется. И эта команда играет в элите, в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м дивизионе. То есть очень много, большой состав там. Я играл обычно в 1-м дивизионе, и 2 или 3 раза меня взяли в элиту сыграть. Ты там с кем-то пообщался из сильных мира все? Бо? Да со Тина всеми мы Баум? потом Ну, со всеми. были хорошими друзьями. С Бо мы там бежали вместе на автобус, чтобы не опоздать домой. У него машины тогда не было, даже вообще денег не было тоже. Как и Йоким Фишер, до сих пор мы общаемся. Но вам 20 лет было Ну да. в то время. А Бо был еще помладше, он, по-моему, 80-го года, ему, наверное, было 19. еще То есть он на младше. год младше меня. Ты, получается, в Россию возвращался и как-то тренировался в России, на каких-то Я в соревнованиях Россию выступал. приезжал на чемпионат России Так. только, и все. И приезжал на лето, когда сезон там заканчивался. Ты чувствовал вот прогресс от тренировок? Тебе это прям помогало, то, что ты обгонял своих... Сверстников. Да, Но и Джим, зараза, конкурентов. не хуже играл. Хотя никуда не ездил. Хотя никуда не ездил. Талантливый, И да, Фишера Фишера не зараза? было у него там, и Дикий Польямы Хотя никуда не здесь. ездил. Но там какое-то изменение техники, конечно, мне ставили. Может быть, если бы я туда не поехал, играл бы хуже. Возможно, то есть мы теперь не знаем. Ну, сложно сказать. Какие-то крутые фишки я оттуда вынес. Какой Например? там подход к тренировкам, как там они работают на другого человека, например. У нас такого не было. Если, например, 2 против 1 работают, и как эти 2 этого одного поддерживают, там, давай, доставай, там, скидывают, давай, помогают все время. И вот этот четкий разброс, то есть насколько они чувствуют игру, то есть как ты в одиночке, как тебе должны кинуть, то есть не просто тебя развести по углам, а куда тебе нужно именно положить, чтобы ты был на грани того, чтобы достать этот валан. Мгм. Еще То есть орут и помогают. на тебя прям именно работает. Но они кайфуют от того, что они помогают тебе. У нас обычно ты в 2 встал, ах ты, тебе помогать буду? Не, а ты Ща еще тебя меня обыграешь раскидают потом. Давай-ка я тебя пожестче просто популяю, чтобы ты меня не обыграл потом. Потом он встает также, в обратку такая же тема. Ну, там вы были общей командой и, в принципе, друг друга поддерживали и помогали в тренировочном процессе. Ну да, можно так сказать. Не, ну ты красиво так сказал, да. Ну там все кайфовали от процесса просто. От тренировок. Все были фанаты кайфовали. своего дела. Да. Никто не приехал насильно, кому оплатили, сказали, вот езжай. Он такой, да Мне не, кажется, все бадминтон не платили хочу. свои бабки, чтобы стать лучше просто. Все получали удовольствие от этой работы. Так, и если кто-то там как-то хреново работал, тогда тренер говорил, все, давай, до свидания на сегодняшний день. Ничего личного, там просто не порти здесь общую атмосферу рабочую. Такое было. Было много раз. Только ты чуть-чуть там пешком ходишь, начинаешь там плохо раскидывать, он тебе говорит, все, давай. А кого вы так вот отправляли
Ну и меня отправляли разок. Тебя разок, а вот Бо, например. Фишера. Фишера? Халявщик, получается. Самый халявщик, кто там попался, это был такой Натан Робертсон. Ну он же тоже... Он приезжал иногда потренироваться, но он просто ни хрена не делал, мне казалось. Он там встал, его начинаешь раскидывать, он, да почему так быстро раскидываешь? Ну, можно чуть помедленнее, аккуратненько, тут поработаю на точность, там, на технику. Его начинаешь торопить, он, не. Да. Можно я потренирую, можно я пойду посижу? И вот это был самый лентяй, я был так удивлен, приехал этот бог, там, вот он, Натан Робертсон, ни хрена делать не хочет. Зараза. Собака. Но потом, когда какие-то игры, там, давай, все, в конце там играем, там, полчаса. Он выкладывался. Там он нормально, блин. А кто был... Ладно, он самый такой лентяй, а самый трудяга там был кто-то, вот, кто выделялся? Ну, ладно, ты можешь Да сказать, все что хорошо я. работали. Ты можешь сказать, что я был такой. Нет, не был. Настя Русских, например. Большая фанатка была, круто работала, очень приятно было наблюдать. Но вообще все были заточены на результат, все работали. И даже нам давали какие-то бумажки, фитнес там, идите сами вот делайте, вот ваша программа. И многие работали прямо на полную. Индивидуально сами по программе. Там ускорение, там 30 секунд такая-то скорость, там, потом 15 секунд спокойно темп, потом такая-то скорость. И все выполняли, там никто когда их не видел. Потом пойдешь туда, в зал групповых программ, поделаешь имитацию такую-то, такую-то. И заходишь, он, зараза, на максимум отрабатывает, никто тренера даже нет. Можно ни хрена не делать, а ты тут на максимум пашешь. И это вам Это было 20 лет. удивительно для меня, когда я приехал. А какой режим тренировок такой примерный был? В зале Каждый день 2 тренировки, из них 2 дня, вечером у тебя тренажерный зал. То есть, например, понедельник 2 бадминтона, вторник бадминтон, тренажерка, среда 1 бывало бадминтон, четверг бадминтон, тренажерка, пятница 2 бадминтона, суббота, воскресенье там обычно играется или командный чемпионат, какие-то клубные матчи, или бывают какие-то турниры часто. Если их нет, тогда там тоже ты собираешься какую-то на игровую тренировку. Это каждую неделю какой-то чемпионат практически? Каждую неделю или какой-то турнир, или клубная игра. Вот нам этого не хватает здесь, наверное. То есть там каждая команда, ты играешь как дома и в гостях матч. Ты играешь у них в клубе, здесь в клубе, и там всего там команд 12 примерно, то есть ты должен сыграть там 22 игры. А что ты оттуда вынес, такое привнес, может быть, какие-то упражнения, которых здесь не было? Либо тебя, открой секрет, может быть, нашим зрителям что-то показали такое, там, какую-то твою фишку, то, что ты применял потом всю карьеру. Вау, крутая, если бы такая фишка была, которую знал бы только я, и никто бы там не знал Ну, здесь не больше. говори. Об этом мы расскажем на сборах бадминтонного опыта. Технические нюансы были разные. Какие-то упражнения перенести. Я жалею, что я не записывал тогда, что мы там делали. Я потом, когда стал тренером, я, уже забыл, что мы там делали. Какие-то у меня сохранились записи, какие-то многоволанки там сохранялись, потому что нам распечатывали их, бывало. А еще такой момент в плане тренировок. Что вот прям запомнилось и бросилось в глаза? Кардинальное отличие в тренировках, как ты там в Дании тренировался и тут у нас. Во-первых, у тренера всегда подготовлено, кто с кем стоит в спарринге, кто что делают одиночники, что парники. Уже все И расписано. даже у каждого бывало свое задание разное для каждого человека. Ну, не для каждого там прямо индивидуально конкретно. каждый понимал, Там, что например, он делает. эта тройка работает вот это, остальные там другое. Вот так. И это удивило, что всегда он готовит. То есть такая доскональная подготовка до тренировки. Да. То есть ты не можешь не прийти на тренировку. Иначе тебе там будут проблемы с ним. Он говорит, если ты опаздываешь на тренировку на 10 минут, ты не приходишь. Все, выезжай на автобусе раньше. Ты не имеешь права опаздывать. Все здесь с завязанными шнурками там в 00 должны быть. Не как у нас там бардак. Приходят, то там я сейчас ногу затейпирую, то там пока я шнурки завяжу, пока волосы тут развяжу, пока в туалет Но схожу. опять же не все. Блин. Опять же не все. Не все, да. Не все. Я просто по своей теперь тренерской уже... А ты что-то перенял оттуда, такой же подход? Ну, я старался перенять. Я Получился- пытаюсь сделать. Кого-то мне приходилось выгонять так насильно. Я вообще не такой жесткий человек. Но все равно потом расслабляются. Какой-то период они понимают, что все надо. А как только там один прошел, второй прошел, там опоздал чуть-чуть. Ну, ладно, я могу, в принципе, опоздать на минутку, ничего не будет. Но я стал всегда готовиться к тренировке. Я обычно, всегда стараюсь у всех узнать, кто будет. Или у нас есть чат, кто отмечается, кто будет. Уже сделать расстановку, что я буду делать. Поставить там, кто работает в паре, кто работает в одиночке, и какие у них упражнения будут. А вот сам подход европейский в Дании, там, на сколько раз я видел, что тренер, спортсмен проиграл, выиграл, то есть он к нему подходит, поддерживает, ладно, давай 5, там отработаем, там как-то более так френдли. У нас, если ты проиграл, ты можешь реально получить, если что. Как в твоем понимании более правильно? Нужно более мягче, либо ты должен
воспитывать через вот такие вещи? Чтобы он понимал, что проиграл, вот все, виноват. Не, я думаю, он не должен бояться проиграть. Иначе этот мандраж будет тебя сковывать. Ты не сможешь там быть расслабленным, играть, потому что у тебя будет страх проиграть, иначе тренер подойдет и тебе начнет там наваливать. Спортсмен и тренер, они должны быть на одном уровне примерно. То есть тренер не может быть диктатором жестким, а спортсмен здесь. И все, что он сказал, там все должно выполняться для профессиональных спортсменов. Все-таки они должны слышать друг друга. Да, у тренера есть там право приказывать, что-то просить сделать, но он не должен быть высокомерным. Стоять где-то высоко и не слышать совсем игрока. Все время это должно быть обсуждение. Все время общее какое-то решение, оно будет давать больше прогресса. То есть, там, если, например, Родион Алимов мне говорит, что, Виталий, а может быть, вот лучше здесь вот такой сделать момент, я там подумав, говорю, что да, может, давай так попробуем. Где-то мне приходится сказать, что нет, делаем так, как я сказал, потом будем все обсуждения иметь. Но вообще это должно быть equal, на равных. Ну и вообще я стараюсь все-таки с ними, со всеми, кто у меня тренируется, проводить какое-то время вне корта. То есть мы там можем пойти на квиз поиграть или пойти в боулинг поиграть, чтобы это... мы были друзьями. В принципе, мы все идем к общей цели. Тогда и они получают какое-то доверие к тренеру. И ты как-то проникаешься больше в эту систему. То есть мне даже пришлось в PUBG научиться играть, чтобы с ними сидеть, играть где-то, обсуждать какие-то моменты. И даже там бывало, что я там Илюхе Тимофееву пишу, давай в PUBG. Он, нет, Виталий Валерьевич, у меня тренировка завтра утром. Какой? Я играть Какие не буду. игры? Я думаю, красавчик вообще, с кем мне теперь играть тогда? Проверял, да, спортсменов? Пойдем выпьем. Не могу, тренировочка у меня завтра. Где-то мы можем поехать вместе покататься на лыжах. И, там не то, что я это делаю, потому что это нужно делать для такого тимбилдинга. Да просто я сам получаю удовольствие от этого общения, от обсуждения каких-то разных тем с ними, не только бадминтона. И тогда, мне кажется, вот эта система складывается, когда все хотят на результат работать, все доверяют друг другу, и все идут там к общей цели какой-то. И тогда даже спортсменам самим интереснее работать. То есть он сказал, что вот мне кажется, вот это будет лучше, и ты ему сказал, да, давай это попробуем, и тогда он там с удвоенной силой, мне кажется, работает над этим. Что да, это то, что мне нужно, и тренер сказал, что нужно, и мы нашли общий язык, тогда я тут буду пахать, потому что я сам захотел на это поработать. А ты как думаешь, что у Линдана и у азиатских игроков, какое у них было взаимоотношение с тренерами? У них было больше тоталитарное или больше датское, европейское? Мне кажется, в Китае жестко. Просто их ты должен делать или тебе расстрел, и все. Там-то выживает сильнейший, там очень много народу. Там не выживешь ты, выживет там другой, их там миллион таких, как ты. В Азии вообще, наверное, немножко другой подход. Япония, мы видим, как общается. Там тренер подходит, они... Да, кланяться. Корея, наверное. А он тоже. говорит, иди отсюда, все. Да. Тебя больше нет в сборной. Но все-таки такой подход, скорее всего, где у тебя френдли общение между спортсменом и тренером, он тебе помогает выжать максимум из спортсмена, как делают датчане, например. Мне Они кажется, там да. не физически не сильнее, у них не такая сумасшедшая конкуренция, как в Китае, например. Да, Но этот однозначно. подход, он помогает и выжать максимум. Как ты можешь конкурировать с Китаем таким огромным, где там просто бум бадминтона, и это маленькая Дания, но есть своя школа, есть своя система подготовки, и они на равных борются. Но я просто, когда сам тренировался в Дании, мне понравилось это, что мы были там на одном уровне с тренером. То Что есть тебе какие-то было- мы ехали, там играли в пейнтбол, и что-то общались у него дома, и он сам кайфовал от этих моментов. Он сам получал удовольствие от общения с нами, от обсуждения каких-то моментов тренировки. Ты приезжаешь сюда после Дании. Что ты ощутил? Что ты делаешь? Что все уровнем ниже тебя, либо ты понимаешь то, что... Ну, я же ездил на чемпионате России, я участвовал все равно каждый год. И я видел, что уровень-то не особо у них отличается. То есть не то, что я расту прямо семимильными шагами. Ну, ты вырос там все равно, то есть до такого уровня, либо так же, да, либо чуть больше. Ну, уже, наверное, Мне казалось, что не я стал сравнить. лучше, конечно, но не так лучше, чтобы там был большой провал между мной и с кем-то, с кем я до этого играл. То есть мы выигрывали Россию и так, я приехал, и так выиграли Россию. Я помню, что Виталик прыгал, когда бил смеш, на 2 метра наверх. Вот эти прыжки. Кто тебя научил так прыгать? Там научили, либо это твое природное, врожденное? А я какой-то период красивые. такие. прыгал, и у меня была цель забить теннисный мячик в баскетбольное кольцо, я старался. Сверху? Да, вот так положить. Я не мог его почему-то положить правой, потому что у меня правая была толчковая. Я все время пытался левой положить, и это была моя цель. Я допрыгивал, все время мне немного не хватало.
Потом в какой-то момент я стал чуть-чуть допрыгивать уже и думаю, вот теперь я как Шакил О'Нил даже смогу зацепиться за эту дужку и повиснуть там. И в какой-то момент я попытался это сделать, зацепился, меня развернуло, я упал на спину, травмировал спину. И больше я этим не занимался. И вот прыгал. Ну, Может, из-за хороший этого прыжок. какая-то прыгучесть разве? Ну, прыгучесть есть, когда Мне упражнения кажется, показывают. Джим и Коля Николаенко, они закладывали этот теннисный. У нас же было какое-то упражнение, что мы вот бежишь на разминке, потом прыжок, в кольцо попробовал положить, опять бежишь там. Ну и каждый круг там это кольцо стояло, и каждый круг ты должен прыгнуть и пробовать туда заложить. Мяч. И у тебя, ты приехал, у тебя чемпионат России, ты уже до этого, когда был в Дании, уже выигрывал чемпионат России, то есть у тебя ничего не поменялось, ты также приехал, стал выигрывать чемпионат России. Колян, статистику. Нет. Не выигрывал я, когда был в Дании. Ну, нет, это проверим. Но мы знаем точно, что в 2006 году ты в финале микста был с Настей Русских против Пухова и Марины Якушевой. Угу. И вы были фаворитами. А были ли мы фаворитами? Все говорят, что были. Это был первый раз вообще, мы когда-то в финал вышли на каком-то турнире. Да, и потом только спустя 8 лет вы взяли золото с Ниной. В миксте, да? Да. В миксте не удавалось России выиграть. То есть мы Кубки России какие-то выигрывали, да, чемпионаты не выигрывали. Почему так долго и какой был такой переломный момент, что получилось выиграть? Да Джим, зараза, все время там мешался. Круто играл, блин. Никак его не обыграть. Но у меня на самом деле с психологией были проблемы всегда. То есть какие-то... Мне все время хотелось очень сильно выиграть. Может, это как-то не давало мне играть в свою игру часто. То есть еще и когда тебя все ждут, ты должен выиграть. Тоже сложно. То есть когда против кого-то сильных играешь, проще как будто играется психологически, и ты можешь делать там любые вещи, и тебе не страшно проиграть. Но если выиграешь, там, ну, хорошо. Тут, когда ты должен выиграть, когда ты хочешь выиграть сильно, тоже тебя это, блин, сковывает. А со стрессом ты как вот у тебя был психолог? Справлялся? Не было, конечно, никого. То есть ты сам как-то дошел? Так я и не дошел, мне кажется. То есть какие-то мне удавались матчи круто сыграть, какие-то я опять попадал вот в это психологическое состояние. Я читал интервью, вы играли, по-моему, в Перу как раз, в финале. Вы тогда, чтобы очки заработать на Олимпиаду, поехали туда, и туда как раз поехал Димова и Дремин. И вы в итоге встретились в финале. Ты еще там рассказывал, что вы там в машине на такси ехали до зала вместе. О, и там было гробовое молчание. То есть, все настраивались на игру с чехлами. Ты прям описывал свои эмоции по ходу игры. То есть сначала вы начинаете первую партию, ты начал описывать, что вот мысли в голове, вот летим, надо как-то собраться. Потом выходите вперед, потом уже мысли говорят, ну все, справились, все, сейчас выиграем. Потом опять откатываетесь. И потом ты же говоришь, я уже перестал думать, что мы выиграем, не выиграем, просто начали играть в свою игру. Ну, ты сказал, что ты как будто бы до сих пор не научился со стрессом справляться. Но, наверное, у тебя какие-то есть в голове там, методики, как чуть-чуть там, погасить волнение или, допустим, подготовиться к матчу, может быть, о чем-то не думать. Ну, о чем-то не думать, да, круто, если ты сможешь не думать о матче, не думать там о желании выиграть. Победить не должно быть самой целью. То есть, да, там круто выиграть, да, это хорошо, но ты не должен быть заточен просто все, я хочу победить, и только это у тебя в голове и сидит. И уже за 3 дня до соревнований ты начинаешь только об этом думать. Все, ты на этом расходуешь очень много энергии как будто. И потом у тебя не остается энергии этой в мышцах. И поэтому тогда ты начинаешь быть скованным, ты не можешь там стартовать куда-то, ты не можешь взорваться, все, тебя сковало. Ты всю энергию потратил на эти мысли о том, что я хочу выиграть. Поэтому совет такой. Не бояться проиграть сильно и не сильно думать о том, что очень хочу выиграть. Даже какое-то выражение такое есть, что чем больше ты о победе думаешь, тем она дальше от тебя. Если представил, что уже жмешь руку и выиграл, то, скорее всего, проиграешь. Показать крутую игру, выйти, там, и даже если ты вдруг проиграешь, то максимально усложнить жизнь этому противнику. Чтобы эта победа там ему тяжело далась. Вот твой должен быть настрой, что ты просто каждый розыгрыш сыграть, там, показать, что ты можешь. И все. А победа тебе это, да, наградой будет, если ты сможешь эти мысли немного отдалить. И вообще, я самые крутые матчи сыграл, когда что-то отвлекало меня. Когда ты где-то чуть-чуть травмирован. Мы играли против Матеушика, помню, который чемпион Европы был, Роберт Матеушик. Мы микс играли. Первая ракетка, у меня немного болело мира. Плечо или что-то. Я не мог даже сильно бить смэш, и оно все время меня отвлекало. Я просто по всему корту бегал, разводил, что-то там атаковал в полсилы, и мы выиграли. Потому что я просто не думал даже о победе, не думал ни о чем другом, только, это плечо меня достало.
Поэтому он отвлекал, и поэтому я мог играть расслабленно свою игру, и даже проиграю. Ну, что, блин, с больным плечом, как его Ну, всё равно, обыграешь? да. И мы обыграли. Первый И раз. Ну, Первый и да, единственный вообще. единственный. Ну, лучшие игры Майкла Джордана были с температурой 38. Из сигары Ну, это в уже после раздевалке. сигары. Ну, вот этот момент важный, да, если ты сможешь свои мысли настроить, но психолог должен помогать. Кому не удается самому сделать, наверное, спортивный психолог очень важен сейчас. Но у нас, к сожалению, это не очень сильно развито. Большая спортивные психологи. Ну, потихоньку, наверное, это вводится. У нас, наверное, как-то в России Надо работать, ментально. это действительно поможет. Ну, ментально даже смотришь, вроде бы на наших ребят, вроде бы все есть. Они выходят на международные игры, и очень часто, что, ну, даже сами по себе, вот мы выезжали, я выезжал, ты смотришь, там, европейцы, ну, ничего такого нет. И сам зажимаешься, то, что вроде бы можешь выиграть. Вроде бы, ну вот, ну все, ну я это все умею. Тут раз, пам, из-за головы ты проигрываешь. Европейцы более расслаблены, ну, особенно там. Азиаты самые Ну, расслабленные. азиаты европейцы. вообще, им там просто до лампочки смотришь игры, кажется, выходит, там, да, проиграл нормально. Но датчане выходят как чемпионы всегда. Датчане, Всегда да. уверенные в себе. Да. Каждый выходит, датчанин, все, он значит уверен. Да. Бадминтон это наше, все, мы тут обыграем любых. Как будто. И, Ну, скорее Китай, всего, к они ним более работает. как машины, наверное, такие выходят. То есть, они прям четкие. Так Не, что... ну, видишь, нам тоже удавалось выигрывать многие матчи. Не то, что психологически мы были сильнее, а просто мы сильнее подготовлены, лучше подготовлены настолько, что у нас есть этот запас. Да, что даже там просаживаясь по психологии где-то, мы все равно обыграем, потому когда что мы вот просто именно технически ровно, готовы. более-менее. Здесь уже не хватало, наверное, Да. психологии, да, больше? Здесь вот это может сыграть большую роль. Виталь, а у твоих спортсменов, которые ты сейчас тренируешь, профессионалов, есть ли у них психолог? Как они справляются с возможными психологическими трудностями? У нас был психолог Ваня Дерябин, он там пытался помогать, но почему-то потом его перестали привлекать. Поэтому я к нему иногда советуюсь, что мне лучше сказать там, тому или другому спортсмену. Но вообще много тем, которые мне приходится с ними обсуждать. Даже личную жизнь немного, что-то им советовать пытаться. Я сам уже стал читать какие-то по психологии книжки, что как правильно это посоветовать. А то я сейчас тут наговорю, а может там это все не так. Ладно, там по психологии спорта еще как-то нормально, а когда тебе начинают про личную жизнь, там, что так плохо тренироваться? Да у меня вот там проблемы, там, такие-то, такие-то в личной жизни, вот что мне там делать. И ты должен сказать, что делать. И мне пришлось какие-то моменты разбирать тоже, чтобы им посоветовать, чтобы им как-то легче жилось от этого. Получается, ты так максимально свое время уделяешь не только тренировкам на корте, так и вне корта Но тоже. тренер должен общаться с игроками, много общаться. Наверное, на этом тоже какое-то доверие это строится. Поэтому это важный момент, и ты должен это делать. Даже, может, какие-то не только психолог должен общаться на психологические темы, а с тренером ты тоже должен обсуждать. Виталь, мы 2 года назад начали проводить сборы Badminton Open. Начали с нашего самого сложного сбора, как выяснилось, международный сбор в Таиланде, где люди приехали со всего мира. Расскажи, пожалуйста, про подходы к тренировкам на наших сборах. Ну, тот крутой был сбор. Тяжелый. Конечно, тяжелый был, но пришлось там на английском, на русском дублировать все. Мы все время забывали то по-английски сказать, то по-русски. Но круто прошло. И как-то мы были на сборе, на собрании, там вечернем, мы когда собирались, я сказал такое, что когда мы приезжаем на этот сбор, видим всех вот любителей, кто собрался, я тогда представляю себя, как будто я тренер, так, как Данила Козловский, или когда вот в фильме тебя забрасывают, какая-то тренер. команда, что она плохо играет, что она всем проигрывает, и тут приходят тренеры, все, начинают все строить, и потом эта команда вырастает, начинает всех обыгрывать. И мне все время кажется, вот он наш челлендж, мы приехали, сейчас тут всех их соберем, они потом станут там лучшими, просто приедут в Москву, всех обыграют или кто где живет. Но мы все время стараемся, во-первых, всегда готовиться к каждой тренировке. Программа у нас там расписана на всю неделю, потом каждый день отдельно прописан, и мы стараемся, чтобы их техника, во-первых, улучшилась. Самое главное, чтобы они там более стабильно, более точно начали играть, чтобы смеш получался у них наконец-то. То есть основное время мы тратим на это. Плюс, чтобы им было не так скучно, все-таки мы внедряем какие-то упражнения, приближенные к реальным, к игровым. То есть всегда у нас на первом месте техника, мы подправить технику всех, там вечером обсудить, у этого получалось, у этого нет, покопировать их, как они там, кто делает. Это тоже такой интересный момент.
вечера в этих обсуждениях ты тоже кайфуешь, когда обсуждаешь, у кого что получилось, у кого что не получилось. И все, давай, следующий день тогда этому сделаем такое. Этих там направим на это, больше дадим им игровых там упражнений, у них уже получается что-то. Как очень тяжело же выстраивать, если к тебе приехало 20 там разных абсолютно любителей, или примерно один уровень? Бывает Разный там бывает. Сложная эта система, когда разный. Ну, тогда кто-то делает, соответственно, там только технику. Мы берем там еще одного тренера, который просто набрасывает валаны, все и правим технику, пока не получится что-то похожее на правильный удар. Только тогда мы сможем разрешить им там перемещаться по корту и перейти играть на другой уровень. Да, и всегда мы просим, чтобы помочь нам составить хорошую программу, мы просим всех прислать видео небольшой тренировки или игры, чтобы мы потом могли сесть, обсудить, правильно расставить какие-то спарринги и вообще понять тогда, над чем мы должны в основном работать. Взять общую там совокупность, кто как играет. Все должны прислать видео всегда, так что если на сборы к нам поедете, готовьте видео обязательно. Помогите нам составить правильно программу для вашего прогресса. Скажи, а вот после сбора, зная то, что вы еще каждому выписываете упражнения, над чем нужно работать, что не получалось, уже конечный такой лист, где выписано, что конкретно, какие ошибки. Потом как-то это отслеживается, либо спортсмен дает обратный фидбэк вам, то, что вот смотрите, я там делаю, у меня получается то-то, то-то, то-то. Мы не отслеживаем, правда, они читают перед каждой тренировкой или нет, как мы им говорим. Вы пришли на тренировку, прочтите эти моменты, постарайтесь что-то из этого взять на эту тренировку и контролировать. Но многие приезжают на следующие сборы, мы смотрим, они совсем другие. Этот момент улучшился, этот улучшился, который мы писали. Давай тогда работаем дальше над другими нюансами. Поэтому Да, все это круто. любители у нас на сборах как профессионалы тренируются. Да, А чем, это- Виталик, вот для тебя отличается любитель от профессионала? Да, разные тренировки совсем. То есть профессионалу я могу дать много движения по корту, уже больше должен давать такие упражнения, реалистично приближенные к игре. С любителями я должен больше уделять технике. Любителю нужно там сначала всю технику поставить, прежде чем я начну по корту его гонять. А чтобы отточить технику, мы для вас придумали наши флагманские сборы, которые называются Technical Camp, где вы можете приехать и отточить свою технику с тренерами, которые будут постоянно вас контролировать. Да, это то, что надо любителям, это самое главное. Технику ударов поставить, потом вы кайфанете от игры еще больше. Друзья, приезжайте к нам на наши сборы. В апреле у нас пройдет Technical Camp на базе «Солнечной» на Оке с 17 по 20 апреля. С 9 по 18 мая у нас пройдет кэмп в Таиланде, где мы посетим суперсерию Таиланд Open. С 15 по 22 июня пройдет кэмп в Армении. С 28 по 31 августа Technical Camp на базе «Солнечной» на Оке. С 3 по 10 октября мы поедем в Турцию на сборы. С 11 по 14 декабря пройдет Technical Camp на базе «Солнечной» на Оке. Присоединяйтесь. Давай тогда самую запоминающуюся твою победу. Только недавно ввели счет, до 21 поменялся. Мы поехали с Джимом на турнир, это был чемпионат мира в Малайзии. Первый тур мы сыграли из Шри-Ланки, какие-то ребята обыграли. Во втором туре нам противостоят прошлые чемпионы мира. Йонас Расмуссен и Ларс Паски. О. С Расмуссеном я в одном клубе играл. Я говорю, Джим, там ничего особенного, в принципе, у него нет. Я в клубе играл, даже мне удавалось там на тренировках его Проходной обыгрывать. вариант. Он, да мне-то вообще пофиг, там, кто там играет. Расмуссен, ты мне рассказываешь. Расмуссен, не Это ты Расмуссен. все время переживаешь, там, выиграешь, проиграешь, там. Подожди, я тут пойду телевизор посмотрю пока. И вообще в Малайзии, ты видел там в Малайзии, в Куала-Лумпуре, как вот там жарко было? Пойдем на улицу сходим лучше просто. Там Гуляем. выходишь на улицу, тебя теплом прям отдает. Так. Ну и все, и мы играем с этими датчанами. И первую партию 29-29 счет. И я принимаю подачу, Йонас Расмуссен подает. А я помню, что он, зараза, на тренировку все время какую-то плоскую пытается сунуть подачу. Я думаю, буду готовиться. Наверняка попробует запихнуть какую-то. На 29 чуть. На 29-29. И он как раз пытается, долго-долго стоит. Я думаю, ну все, точно сейчас будет пихать. Я уже приготовился, все, здесь ракетку понял, и он как раз ее пихает такую в полполя. Даже не плоскую, а просто быструю такой тычок в полполя. Ну и все, я его здесь закрываю сразу. 30-29 мы выигрываем партию. И вторую уже на кураже, все, нам уже даже ничего не страшно. Мы, по-моему, 21-18 там. Это была крутая победа, мы обыграли чемпионов мира просто. Ну, конечно, это стало сенсацией, то есть много потом писалось об этом, что были обыграны чемпионы мира, которые претендовали на медали, можно сказать, чемпионата мира. Малоизвестные пары из России, как бы.
То есть после этого, я думаю, начали уважать российский бадминтон и наконец-то поняли, что российские бадминтонисты могут играть на равных со спортсменами мирового уровня. Блин, как обидно проиграть 30-29, ты, считай, 2 партии сыграл. Ну да. 30. После. А потом, все, у нас следующий матч был Кайфу, китайцы, уже за выход 8. Машины. Николай Владимирович Зуев говорит, ты что, тут уже за выход 8, уже все будут мандражировать. Вы все можете сделать, там они тоже будут бояться, не знают, кто вы там это. Но они не боялись ни хрена. Они вышли, нас всадили просто. Они не знали, но и не боялись. Николай Владимирович, мы на них смотрим, ну что, блин, происходит? Почему Что они не боятся? Сказал же, будут бояться. Они просто рубят там на полную. Они поняли. Фу, этот там с 2 метров всаживает с такой силой смеш. Еще По-моему, сильнее. там очков по 10 мы набрали, но все равно мы были там довольны, что мы обыграли чемпионов мира. А самое обидное поражение? Много их было, наверное. За выход 4 микст мы играли с голландцами на чемпионате Европы. До этого всегда их обыгрывали. Мы должны были встречаться с немцами, немцы не приехали. И все, мы довольны, о, ура, все, мы теперь за выход 4 с этими голландцами, все нормально, но чем ближе к А голландцы матчу... кто? Тот? Де Руйтер и Саманта Барнинг. Но Ну они и там вот как раз участвуют. здесь вот эта психология сыграла свою роль. Когда ты должен выиграть, когда ты очень желаешь эту победу, когда ты хочешь выиграть, выходишь и думаешь, блин, надо выиграть, я должен выиграть, потому что я их всегда обыгрывал. И начинаешь какую-то ерунду делать. Какие-то удары неправильные, у тебя там падает скорость, тебе говорят, да все, расслабься, все хорошо, ты уже это ничего не слышишь. Как расслабься, надо выигрывать, я все проигрываю, блин. Как тут расслабишься? Какие-то голландцы меня убивают тут. И ты не можешь от этих мыслей отделаться весь матч. Ты пытаешься что-то, давай, там, Нина, там, давай покричим, просто попробуем их сломать. Бля, они не ломаются как будто. И ты сам не играешь в свою игру. Просто бегаешь, отплевываешься, что-то пытаешься там отбивать на ту сторону, но делаешь какую-то херню. Сколько было партий? 2 партии проиграли? Не помню. Помнишь? Не, ну Может ломать, быть, и 3 ну, было. ломать вы умеете с Ниной на Скотиш Опен на Гран-при, когда играли, камбэк. Ну, видишь, Хороший получился, был. когда там ты понимаешь, что нечего терять, там, по-моему, 19-12. Ты думаешь уже, все пропало. Ну, ладно, тут поиграю, поразыграю. Потом, когда уже начинаешь догонять, тогда тебе уже начинает переть. И И вот типа, мы- даже если я проиграю, ну, 19-12 я и так горел. Ну, и ладно, ничего такого. А если выиграю, круто будет. Это был самый большой твой камбэк за карьеру? Такой Ну, мне решающий? кажется, да, я какие-то детские не помню, но чтобы вот на международном Международном. турнире там... Ну, это уже, в вообще редкость. принципе, да, это уже... Так, ну тогда зададим вопрос извне. Телемост сейчас наладим. Ну, давай. Телемост пошел. А, прямо такой онлайн? Да. Иван, слышно? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Москва. Здравствуйте, Иван. Добрый день, Индия. Что ты там подготовил опять? Я подготовил. Виталь, 2 вопроса я подготовил. Ну, Ничего давай, себе. давай. 2 вопроса, которые я даже часто очень задаю сам себе и теперь хочу задать тебе. Мгм. В общем, Виталь, ты играл против многих выдающихся игроков, великих игроков, ты тренировался с ними, ты знаком с ними. Такой вот вопрос, что нужно, по твоему мнению, было добавить или изменить в себе, в тренировочном процессе, чтобы выйти на крепкий уровень топ-10? И второй вопрос в целом... Давай пока первый, может быть. Хорошо. Не торопись. Могу. Я буду ждать. Ну, как достичь чего-то большего? Видишь, должна быть четкость, структурирован тренировочный процесс. Какие-то учтены все необходимые циклы. Кто-то должен в этом разбираться и тебе это доносить. Наличие разнообразных тренировок, разнообразных спарринг-партнеров. То есть ты не можешь в одной и той же там группе с одной и той же парой подготовить себя играть там в топ-10. Идеальный баланс между там, техникой, физикой, тактикой, психологией. Все это должно быть. Все должно быть подчинено просто твоему результату. Какая-то работа индивидуальная с тренером, которая будет направлена там чисто на усовершенствование твоих каких-то нюансов индивидуальных, которые тебе там не хватает, может быть, чтобы достигнуть совершенства. Вот если этот баланс весь будет соблюден, наверное, тогда можно еще там двинуться чуть выше. Так-то у нас все неплохо было, в принципе. Просто чтобы стать там топ-10, у тебя должно быть все подчинено этому. Ну, как, например, Аксельсон там, или, не знаю, Криштиану Роналду. Тебя ничего не отвлекает от этого, ты вовлечен полностью в процесс.
тренеры все структурировали грамотно, весь баланс соблюли между техникой, тактикой там, и всеми этими моментами. Грамотно распланировали твои сезоны, там, когда ты играешь, когда ты тренируешься, с кем ты тренируешься. Только такой баланс тебя, наверное, приведет уже куда-то там выше, чем мы добрались. Как ты считаешь? Понял. Тебе Как я вопрос. считаю, мы с тобой обсудим попозже. И отсюда вытекает другой вопрос. Это был вопрос как к игроку, а теперь вопрос как к тренеру. Ты, работая сейчас с молодыми игроками и опираясь на свой опыт, то есть как ты считаешь, какие ценности нужно прививать и какие качества в первую очередь нужно воспитывать в спортсменах, чтобы они были готовы к суровым будням профессионалов, чтобы они не теряли мотивацию тренироваться, не теряли мотивацию совершенствоваться каждый день на корте, несмотря на кризисные моменты, поражения, разногласия внутри пары. Какие главные вот эти аспекты мы должны давать молодым игрокам, потому что в целом сейчас мы примерно с тобой были коллегами, остались, то есть и возраст тот же ребят, с кем мы работаем. То есть вот какие вещи ты считаешь нужно им уже начинать рассказывать и говорить, чтобы они были готовы к долгой, тяжелой спортивной карьере? Сложный вопрос, конечно. Ты думал, будет легкий? Объемный какой. Ну, во-первых, ты как тренер должен всегда быть фанатом своего дела. Ты должен сам гореть этим. Ты не можешь там, например, прийти на тренировку, посидеть в телефоне, дать задание, и там все пошло. То есть ты сам должен вовлечен, они должны бы видеть, что ты вовлечен в этот процесс, что ты горишь этим. Тогда они будут тоже, может быть, тянуться за этим и пытаться там на максимум отрабатывать. Но, не знаю, тебе приходится быть самому психологом там. У вас нет психолога никакого? Я на этой должности. Бесплатно. Вот это самая сложная должность. Как ты должен их мотивировать, что им сказать. Наверное, для каждого все-таки должен быть свой подход у каждого игрока. На кого-то там 100%. нужно, может быть, орать, с кем-то там нельзя так. Он там замкнется. Ты должен усмотреть, да, тоже с кем как ты должен общаться. То есть ты должен чувствовать игрока. Ты должен Так чувствовать. Но какую-то атмосферу в команде тебе тоже нужно создать такую, чтобы они хотели помогать друг другу развиваться, и тогда бы они вместе росли. То есть мы уже сегодня про это говорили, что вот когда там ты делаешь какие-то упражнения в двойках, там в тройках, и когда эти двое раскидывают одного, и они должны получать удовольствие от того, что они четко раскидывают, что они помогают тому, тот может чуть вырастет, потом он пойдет в эту двойку, поможет тебе, и вы все будете так как будто расти вместе. Но как ему это донести, не знаю. Вот ты психолог, да, попробуй это сформулировать. Я поэтому и задаюсь этим вопросом, потому что я тоже ищу ответ на него. Да я что только не делал тоже. То выгоняешь, то наоборот хочешь по-доброму. И не знаю, какая схема тут работает. Вроде им доказываешь, что все, ты талантлив, давай, тут чуть-чуть поработай, и ты станешь лучшим там в этом мире. И все равно, не хочет работать, бывает. Выгонишь, скажешь, все, больше не приходи, ты тут не нужна, тут все только кто хочет работать. Нет, тоже не работает. Приходит, опять бывает, не очень так отрабатывает. То есть все время в поиске. Все время саморазвитие тоже должно быть. Да, спасибо. Угу. Спасибо за ответы. Как хорошо вы там беседуете, интересно вам? Ну, интересно, хоть и есть с кем побеседовать, у тебя-то там как? Да я вот тоже, у меня Есть с кем поговорить? возможность пообщаться, да. Ну, ты звони, если что, не скучай, у нас тут хорошо. Когда приедешь уже? Когда у тебя закончатся контракты эти все? Ну, у меня закончится он в августе, но... Ну, скорее всего, продлят, да? Скорее всего, да. Скорее всего, останусь еще. Ну, ты бы чуть похуже работал, может, приехал мы с вами бы. увидимся, ребят, в Таиланде на сборах. Да. Ладно, Вань, давай, удачи тебе там со своими Давай, ребятами. Вань. Общайтесь. Постоянная рубрика «Вопросы издалека» заканчивается. Спокойной ночи. Ладно. Спокойной ночи. Давай, Давай, Ваня, давай, давай, пока. Как ты принял решение закончить свою профессиональную карьеру и перейти в тренерскую? Да я не думал никогда, что тренерской деятельностью займусь. Просто в какой-то процесс мы играли клубный чемпионат, и тогда нам иногда приходилось самим придумывать себе программу, что поделать. Новицкас у нас тогда играл, и он мне в тренажерке тоже спрашивал: Виталий, что поделать в тренажерке, чтобы что-то улучшить в своих качествах бадминтонных. Он у меня спрашивал, потом я, когда в Данию к нему приезжал на тренировки, я у него уже спрашивал: подскажи там, что вот Насте там Шаповаловой поделать в тренажерке, чтобы она стала там лучше. Тогда мы сами стали какой-то процесс регулировать тренировочный. Это стало интересно. Вот, давай мы сделаем такие-то тренировки, потом мы сделаем выходной.
Потом мы там пойдем все у нас как тимбилдинг, соберемся где-то в ночном клубе, посидим. Потом поедем там на чемпионат. И мы приехали и выиграли этот чемпионат клубный. Тогда-то крутой был чемпионат. Столько команд было, и неизвестно, кто выиграет. И Владивосток, и Москва играли. И тогда мне как-то понравилось строить этот тренировочный процесс. Потом я когда в Нижнем Новгороде был, первый, кто у меня тренировался, первый мой ученик, это был Родион Каргаев. Он в какой-то момент пришел и говорит: Виталий, помоги мне стать лучше. Просто там в сборные я не всегда попадаю. Тут в Нижнем тренироваться мне не с кем. Я хотел бы, чтобы ты меня потренировал. Тогда я загорелся, думаю, как круто, попридумаю-ка я ему программу. Я сидел дома, анализировал: так, Родион, ты тут как-то плохо прыгаешь, такие-то удары, нужно будет тебе это подправить. Давай-ка вот ты в тренажерку ходи, делай вот это. Потом на тренировках мы будем делать там такую-то программу. Все время ее пытался модернизировать. Смотрю, он становится лучше. Этот кайф я испытал, когда ты что-то даешь, потом смотришь эти изменения, видишь. Потом его там в Германию позвали играть за клуб. Круто было. И после этого мне понравилось этим заниматься. Все равно не было такого занятия. У нас там был фитнес-клуб, мы организовали свой, но он как-то особого дохода не приносил. Тогда я уже поехал в Москву, поговорил с Димой Дубовенко, что нужен ли вам тренер там. Он сказал: да, конечно, нужен, давай, приезжай. Вообще они молодцы, там Дима и Саша Антипов, то, что они создают для спортсменов, круто. То есть, наверное, больше, чем сборная для них делает. Поэтому я сюда переехал в Химки и уже тогда полностью погрузился в этот тренировочный процесс. Вот Были так это ли у началось. тебя предложения из каких-то других стран тренировать, либо из сборной? Первый сбор я проводил в Эстонии, меня позвали. Мы ездили на соревнования, ко мне подошел там Марк из Эстонии, говорит: приезжай, потренируй наших ребят, пожалуйста, на сборах. Но на английском надо тренировать. Там были Кристин Куба, там 2 девчонки пару играли, Руитер и Маран. И парень у них был Таури Килк. Хорошие ребята были. Я поехал туда на английском проводить тренировки. Вечером читал в словаре, как эти слова называются, записывал себе, чтобы им донести, что нужно сделать. Это был первый мой такой опыт. А вообще, я играл в Бундеслиге когда. Мы играли пару, кстати, с Грегори Мейерс. Знаешь, такой, который Мейерс Badminton Мур? Insight идут. Мы с ним очень много Блогер. сыграли пары и обыгрывали все время Ламфуса и Сайдела, и всех. Очень много у нас побед было крутых. И тогда Ламфус в какой-то момент мне сказал, что давай приезжай к нам, потренируешь нас пару. Типа до Олимпиады, до Франции, вот там 2 года. Вот как-то мы не договорились там. Во-первых, я только отъездил свои соревнования, нужно было опять мне теперь с ними ездить постоянно везде. Еще жить в этом Сарбрюкене, в деревне я как-то не хотел. И зарплата вроде была не такая хорошая, я как-то не решился на этот момент. Я говорю, я там смогу приезжать, может, поконсультировать, там иногда какие-то советы дать, но там на полную так не готов. Хотя жалею, может быть, надо было это сделать. Интересно было бы работать главным тренером Германии для парников, так, для послужного списка. А правда ли такой момент, Ванек мне, по-моему, рассказывал, что ты ему подсказал, что Сайдел на подаче, когда подает высокую он подачу, запомнил? он, да, мне рассказывал, что когда подает высокую подачу, это видно заранее, что он выворачивает кисть не так. Там не так. Он, наоборот, подает короткую. У него такая резаная короткая была. Если только ты видишь, он встал и чуть-чуть сюда подвернул, все, он будет подавать точно короткую, можешь выпрыгивать и ее добивать. Он уже из этого положения высокую никогда не кидает. Ничего себе. И они Круто. пользовались Да. всегда этим, когда играли да. против них, уже видели, какую он подачу будет подавать. Достаточно Да вообще на этом топовом уровне решают нюансы, как и в тренерской работе. То есть поэтому должна быть смена тренеров. То есть тут уже решают мелкие нюансы. Если какой-то тренер что-то усмотрел, там какую-то мелочь, которая может тебя поднять чуть-чуть выше. Например, там для Вовы Иванова или для Вани Сазонова, когда ты уже выиграл All England. Ну что тебе сделать? Если он какую-то мелочь увидит, ее исправит, это даст тебе небольшой шаг вверх, это круто. Конечно, ты с одним тренером, он, наверное, уже все, у него там глаз замылился, он не может усмотреть какие-то моменты, которые, возможно, у тебя есть, чтобы твою игру двинуть еще вверх. То есть, я думаю, профессиональные игроки должны менять тренеров. Ну, мы смотрим на примере, допустим, даже топ-ведущих. Аксельсон сейчас недавно сменился тренера, перешел к Гейду. И мы посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что он будет менять, наверное, как-то свой подход, чтобы сохранить себя там на 4 года еще до следующей Олимпиады, чтобы войти в историю абсолютно бадминтона и быть первым. Мне кажется, крутое решение. Абсолютно. Ты должен искать, кто тебе даст. Причем ты видишь же, тренеры, они не то, что уходят, что все, ты плохой тренер. Они просто переходят из сборной в сборную. Тот же там Майнаки, крутейший же тренер. Сколько сборных он сменил. Не потому, что его выгоняют, что все, ты нам больше не нужен. Все, ты пришел, мы от тебя все взяли, спасибо. Все, давай мы от другого что-нибудь возьмем. А другие говорят, а мы-то от Майнаки ничего не брали еще. Майнаки, давай как нам в Малайзию. Давай наших игроков посмотри, найди какие-то нюансы, которые их улучшат. Найдешь, все, пойдешь дальше.
Виталий, а вот скажи, если бы тебе сказали, предложили бы стать тренером сборной, ты бы пошел? И предлагали ли тебе? Мне не предлагали, но много факторов на это бы повлияло. Например, какой тренер? Главный тренер сборной? Ну, наверное, интересно было бы. Но если я только принимаю решение, я могу там всем руководить процессом. То, что сейчас какая система есть, не очень. Если там ты не можешь контролировать этого спортсмена постоянно. Он приехал на сбор, пробыл неделю, уехал, там через 2 месяца приехал. Что ты там делал эти 2 месяца, никто не знает. Или там все должны сидеть все время на этой базе, но тогда у них должна быть обеспечена жизнь, там, зарплата, и они не должны ни о чем думать. Тогда ты можешь сидеть целый год, контролировать их, какой-то строить процесс, чтобы цепочка этого тренировочного процесса не разрывалась. Тогда ты можешь иметь контроль, иметь ответственность за их результат. Общение там главного тренера с тренерами на Местными местах уже. нет никакого. Хотя бы тогда должен там главный тренер приезжать в каждый регион, там, давать программу, смотреть, как это все реализуется, чтобы ты мог контроль над спортсменами иметь. Все-таки это там сборная целая. Если бы ты все-таки стал тренером, ты бы как набирал сборную? По какому принципу? Потому что сейчас мы видим, на примере брать, если спортсменов, которые с тобой, у тебя тренируются, и даже которые занимают хорошие, высокие места, их в сборную не приглашают. И даже кто у тебя не тренируется, и кто занимает вот на последнем чемпионате России, кто выигрывал именно, они не в списках сборных. Ну да, мы же с тобой поднимали всю статистику после чемпионата России, когда вышли списки сборных. Конечно, там нет в основном составе сборной людей, которые стали чемпионами России. Как Саша Зинченко, там, Настя Акчурина, Родион Алимов. Ну, не то, что их нет в списке, им даже как-то, ну, про Родиона, я знаю, не предлагали. То есть не подошли, не сказали, вот, ты выиграл, красавчик. Что, какие условия ты бы хотел, чтобы ты был в сборной? Или будешь ли ты в сборной на наших условиях? У нас вот такие условия, мы хотим, чтобы ты был. Принимаешь ли ты эти условия? Разговора такого не было. Там Максима Оглоблина, что он был в призах, вообще даже никаких разговоров. Но зато, как мы видим в списке, очень много людей, которые даже в призы не попали. И там мы считали 11 человек из Москвы, кто занял призовые места или победителем стал. Из них только 2 в сборной. То есть здесь нет какой-то прозрачной схемы попадания в сборную. Ты не можешь знать, что если я займу 1 место, я буду в сборной. Нет этой системы, и поэтому там многие спортсмены не знают, что ты должен сделать, чтобы попасть в сборную. Кроме того, чтобы выиграть, что-то еще, что ли, нужно делать. Но в последнее время существовал такой тренд на молодежь, что неважно, да, там ты выиграл чемпионат России, может быть, или там попал в призы, но тебе уже за 30, ну, хорошо, мы делаем Староват. ставку, да, на молодежь. Ну ладно, а Глоблину не 30 там. Афонин там в призах не 30 же. Гурьянов, по-моему, тоже в призах был. Не 30 ему. Тогда какой принцип? Нет принципа. Если бы ты был тренером сборной, какой бы принцип ты построил? Именно по местам, кто выиграл чемпионат России, либо, допустим, человек может на чемпионат России разные ситуации. Либо там травма у него, либо заболел, там, либо перегорел. Ну, по одному турниру сложно судить. Наверное, все-таки нужно было рассматривать там целый год, как он играл. Если он там видно было, что он явно сильнее многих, наверное, он должен быть в сборной. По крайней мере, ему предложить необходимо. Просто кто-то, наверное, не хочет там быть на сборах и как-то отрабатывать эти деньги, которые там тебя поставят на зарплату в Министерстве спорта. Но хотя бы предложения эти должны быть, что мы хотим тебя видеть, раз ты чемпион. А они даже не поступают. Виталий, у тебя максимально супер загруженный график. Тебя вытащить, вот где-то вот даже просто встретиться довольно-таки тяжело. У тебя очень много спортсменов-любителей, кто тебе ходит. Ты многим отказываешь из-за своего плотного графика. В чем твой секрет тренера? Да, но я стараюсь не отказывать, стараюсь помочь всем. Но, может, им импонирует то, что я все время готовлюсь к тренировкам. Вообще тренер должен всегда готовиться, чтобы спортсмен, вот любитель даже, он знал, к чему он идет, на что он работает, чтобы это не превращалось у него в какой-то день сурка. Я пришел, потренировался, ушел. Над чем я работал, для чего я работал. То есть вот это спонтанно какая-то созданная программа, которую многие тренеры делают, да это ничто. То есть она ни к чему тебя не ведет. Так, а давай сегодня поделаем, плоские, например. Нет, должен быть четкий план, и любитель должен знать, над чем он работает. Вот если у тебя какие-то проблемы там с замахом, давай мы основное, там все упражнения будем строить на это. Я всегда пишу после тренировки, какие ошибки были, чтобы мне не забыть. Потом в следующий день я программу готовлю, посмотрел, так ты, оказывается, тут выходил неправильно на валан, там, в правый угол на сетке. Давай-ка мы на это сделаем акцент.
И они все время знают об этом, что так, мы работаем, и правда, этот момент улучшается. Да, круто, надо мне еще будет сходить. Как ты считаешь, сколько времени нужно любителю? Понятно, то, что зависит именно от конкретного человека, да, кто-то быстро схватывает, кто-то там чуть побольше. Но возможно ли, если любитель ходит раз в неделю к тебе на тренировке, что-то значительно улучшить его уровень в какого-то удара, в чем-то? Почаще, конечно, было бы лучше, но даже час в неделю, если ты углубишься в какой-то один акцент, сделаешь, тоже возможно что-то подправить, если он не так много игровых после этого играет. А то бывает, там пришел час в неделю, у тебя потренировался, потом пошел и 8 часов в неделю поиграл, До все там свидания. обратно вернулось, конечно, ты в игре не можешь следить. Но вообще для меня вот с любителем всегда какой-то челлендж, что так, а смогу ли я вот его исправить? Вот он какой-то кривой, ну все равно, ну смогу же. Никто же не смог, а я вот постараюсь, смогу сделать. И вот начинаешь это долбить, и тебе самому интересно, получится это или нет. Ты сам как-то погружаешься в это, и тогда и ты кайфуешь от того, что, блин, я его все-таки переломлю. И он думает, блин, как он, конечно, досконально подходит, тоже тогда попробую это изменить, то доставить ему удовольствие, что у меня получилось. А если тебе любитель говорит, слушай, я к тебе пришел, вот знаю, что ты супер тренер, но я вот не хочу вот это вот все вот это вот набивать удар, там по 2 часа ставить, это все ерунда. Что здесь делать? Ну, мы расстаемся, мы не продолжаем сотрудничество. Я говорю, или ты следуешь моей программе тогда, или просто я не хочу тратить это время бесполезно. Потому что я не увижу прогресса из этого, если ты не будешь следовать там моему какому-то плану. Просто поиграть и забрать деньги не хочу, неинтересно. Есть люди, которым я там могу помочь в чем-то в этом развитии. Ну, кто хочет действительно. Кто хочет здесь, но обычно приходит уже кто хочет. То есть мало кто приходит так на обум. Пойду вот у него потренируюсь, с ним поиграю, просто потому что знаю, там он мастер спорта, там мы с ним поиграем. Буду всем говорить, я с мастером спорта играю. Нет, такое не прокатит. Ну, есть же кто-то приходит, допустим, именно на фамилию тренера. То есть они говорят, о, Дуркин Виталий. Может быть и так, но если он не проникается той идеей, которую я доношу, то мы просто расстаемся. Я говорю, мы не будем там тратить время друг друга, и ты там не получишь кайф от этой рутины, если ты не хочешь это делать. И я не получу кайфа, просто играя с тобой и тебя не развивая никак. Как ты думаешь, что не хватает нашим ребятам перспективным? У нас же есть перспективные ребята. Что не хватает им в тренировках, в сборной, возможно? Да сейчас сложно сказать, пока у них нет турниров, вообще мы не можем понять даже, на каком они уровне. Ну, если мы там в мире смотрим. Да, здесь там одни и те же выигрывают постоянно, но как они в мировом масштабе, непонятно. Даня ездит, Дубовенко там, в принципе, борется. Да, кстати. Ну, Даня хорошо играет сейчас. А ты какое участие принимаешь Ну, он все в время его у нас подготовке? в группе тренируется. С Леной Дубовенко он часто индивидуально какие-то они нюансы правят. Так в группе постоянно работает, но Даня круто тренируется, на самом деле. То есть отдача хорошая. Вообще вот этот момент очень важный. Насколько ты на каждой тренировке будешь выкладываться. Мы когда с англичанами тренировались, они делают простые упражнения, там, например, защита, там, 2 против 3 в паре. Но они защищаются, как будто это 29-29 каждый раз. Там кровь из носа вытащить там каждый валан. И так вот 30 минут. И упахиваются, и все. То есть не позволяют себе расслабиться, дорожат там каждым розыгрышем. Вот эта дисциплина решает. А что ты считаешь, что, например, Даня Дубовенко, где ему нужно прибавить в тренировках или в чем-то еще, чтобы выйти на новый уровень? Ты смотрел его матчи? Видела, как он играет? Конечно, все последние. Ну, например, смотришь на него и смотришь на, ну, там, не Аксельсона, а кого-то брать из топов. Вот они как-то как будто спокойнее играют. То есть он здесь подошел, откинул, здесь подошел. Все равно у Дани как-то много как будто суеты. Он пытается быстрее подойти, быстрее там мощно ударить. А те просто там такое впечатление, что стоят на месте, разбрасывают потихоньку и везде успевают. То есть, наверное, какая-то скорость перемещения ему точно надо добавить. Физуха. Физуха, ну, точность всех ударов, быстрый подход к валану, еще быстрее подходить. Тот же Аксельсон говорит, что я вот попадаю, например, я когда атакую, попадаю вот так от линии. Блин, я хочу попадать вот так просто. Вот он перед Олимпиадой, я смотрел его влог, иначе там только ты попадешь вот так, тебе сразу там уберут куда-то в диагонально. Также с Данией мы много, там последний год, например, его мучили все, чтобы он научился в диагональ принимать смэш. Потому что очень много однообразных приемов, то есть ты должен быть разнообразен во всех ударах. Но сегодня я уже сегодня даже постоял в спарринге и уже иногда не ожидаю, что он примет. Если ему атакуют, я выхожу, вроде он должен сюда, а летит в диагональ. Приятно было видеть.
Как ты думаешь, сейчас в нынешней ситуации, когда нет турниров международных, как спортсмену себя мотивировать? Но все равно это не вечно. Если это вдруг закончится, ты должен быть готов, должен быть в хорошей форме, чтобы не потеряться там где-то на мировом уровне. Но вообще для многих игроков, для них они могут себя мотивировать, многие еще не так много достигли во внутреннем чемпионате. Ты можешь себя мотивировать, чтобы стать лучше здесь, чтобы выиграть чемпионат России. Это тебя должно мотивировать. Тем более сейчас там появляются спонсоры. Тот же Озон спонсирует лучших бадминтонистов. Поэтому, если ты станешь лучшим, вот тебе будет там зарплата от Озона. Потом у тебя, например, если взять какого-нибудь Артура Печенкина, вот ты будешь круто играть, тебя могут позвать играть в зарубежные клубы. Во Франции у нас ребята играют сейчас, там можно зарабатывать деньги. Там заработаешь, плюс там от Озона получишь, плюс у тебя на местах что-то получишь. Плюс, возможно, федерация начнет спонсорские деньги пускать на организацию турниров, на организацию призового фонда, что, наверное, необходимо делать, тем более в данных условиях. Надеюсь, что это начнет происходить. Все-таки ты тогда на этих турнирах сможешь зарабатывать тоже. Может, там, выиграв 4-5 таких турниров, ты можешь там дополнительный 1 миллион себе заработать в год. Да и вообще просто становиться лучше каждый день. Ты же приходишь в спортзал, ну так не проводи время, а просто впустую. Совершенствуйся, становись лучше. Все равно ты это время потратишь в зале. Но сейчас вроде как открывают нейтральный статус для Вот сейчас игроков. с Родион с Максимом уже подают документы на нейтральный статус, но федерация не помогает в этом почему-то. Хотя я знаю, там у меня есть знакомые в других федерациях, они подают прямо на всех спортсменов. То есть все подают на нейтральный статус, что все наши спортсмены, давайте, а мы все хотим, чтобы они были нейтральными. Министр спорта сказал сейчас, что можно, но наши, я пока не слышал, что подают. То есть это какая-то личная инициатива, вот я хочу, и ты сам как-то разбираешься с этой проблемой. На у нас на частном федерация. уровне, да. Ну, у нас так. Не знаю, они пока говорят, что без флага, без гимна нельзя, этот патриотизм. Ну, наверное, переобуются. Министр спорта скажет, что надо так сделать, и скажут, все, тогда ладно. Никакого патриотизма, пусть играют. Ну, просто не думают о спортсменах. Да, нам сказали делать так, ну, мы будем делать так. Бороться там за спортсменов, да не, мы не хотим. Зачем? Хотя уже, я знаю, и гимнастика вроде подает, и все, и пловцы уже участвуют. То есть я вот разговаривал с Федерацией пятиборья, он там любитель бадминтона, Андрей Моисеев. Он двукратный олимпийский чемпион, кстати, по пятиборью, по-моему, единственный в истории, кто такое сделал. Он говорит, мы просто подали на всех спортсменов, и многие федерации так сделали. Я не знаю, почему бадминтон у вас так не делают. И мы уже в конце марта поедем на Кубок мира участвовать, скорее всего. Ну, это круто. Ну, То есть конечно. это инициатива федерации именно. Теперь, когда министр спорта сказал, что он за то, чтобы участвовали нейтральные спортсмены, надо брать всех и подавать, пусть едут, играют. Может, они услышат нас, скажут, да мы уже давно подали, просто хотели сюрприз сделать. Просто не знаете, Да. уже все будут играть. Мы просто Ну, то есть, наверное, Родиона, Максима скоро мы сможем увидеть на международной арене, тоже за них поболеть. интересно посмотреть. Может, кто-то не знает, но нейтральный статус он есть, но в данный момент в бадминтоне так получилось, что это твоя личная инициатива, и, может быть, кто-то еще хочет. Пробуйте подаваться на нейтральный статус. И Министерство спорта согласно финансировать этих спортсменов. То есть, раньше нам говорили, что Министерство спорта против, Ну, круто. но сейчас сказали, что да, они будут посылать также на турниры, будут оплачивать. Такая информация, я не знаю, насколько она правдива, но вот руководители там других федераций такое сказали. Виталь, а как ты думаешь, почему у нас в бадминтоне так мало спонсоров, которые поддерживают конкретных игроков? Не сборных, в сборной, понятно, там и «Газпром» были, и там и букмекерские всякие компании, Почта, банки, а вот именно частных. Потому что нас вот по факту по пальцам можно пересчитать. Озон, компания «Пролинк» в лице Дмитрия Гашева, который является спонсором. Без этого- него бы да. этот выпуск не состоялся. Кто хочет узнать более подробно про Линк и про Диму Гашева, будет ссылка на его канал. Посмотрите, очень интересно. Человек, который увлекается бадминтоном не на словах, а на деле, который помогает игрокам. Так он вообще первый, кто, наверное, Бадминтон Open даже помогал спонсировать, когда он Кстати, только начинался, да? Да, первый спонсор Бадминтон Open. Но, видишь, этих спонсоров ты же должен как-то заинтересовать. Ну, тут получается только деньгами или какая-то, может быть, Какая-то не социальная материальная? составляющая. Все-таки тебя будет узнавать, ты будешь связан с активной публикой. И твой бренд, который спонсирует какой-то спорт, это все-таки социально тебя как-то превозносит, что ли.
И ты можешь стать у истоков там становления новых спортсменов, если ты будешь поддерживать. Потом он вырастет и скажет: блин, спасибо там Озон или Пролинк, что вы мне помогли. Что я благодарен вам, что вы там в какой-то момент вложились и в мое становление и сделали из меня чемпиона. Просто дадите шанс детям стать чемпионами. Ну, Виталий, не кажется тебе, ты сказал про падл-теннис? Он сейчас последние 2 года просто очень резко набирает популярность. Возможно, потому что там стоят люди, кто его развивает, которые понимают, как это нужно сделать. Ну, видишь, где-то в руководстве сильно заинтересованы в этом развитии. То есть у нас в федерации, там, например, устраивать финал чемпионата России там, в 10 утра, в какой-то день, когда никто не сможет посмотреть, ну, ведет ли это к какому-то развитию? Там же есть деньги. То есть мы же видим, Бэтбум спонсирует, тут еще. То есть можно было сделать красиво все. Тот же матч звезд. Ну, проведите его где-то в Москве. Сделайте хорошую рекламу. Народ придет в Лужники. Сделайте в Лужниках. Распиарьте, раскрутите. Почему нет? Посмотреть бадминтон прийти. Интересно было бы. Ну, энтузиасты все равно в Раменское даже в Раменское приезжают все равно. Ну, такие Но фанаты не так прям много, бадминтона, не так много. Как будто даже вот этот турнир проводился в Лужниках, где там индусы играли, это было больше людей. Да, кстати, заинтересованных там круто все было бадминтоном. сделано. Там проведение было на уровне, на хорошем, ну, то есть прям очень хорошем. Ну, по-честному, если так говорить, то вот этот турнир по проведению, по всему, да? По картинке. По картинке, по трансляции, как все было организовано и в каком месте это было, это в разы лучше, чем чемпионат России. То И есть любой гран-при мы вот эти даже наши не берем. То есть хотят Намного люди лучше. посмотреть, интересно им посмотреть. Да. Не дают просто возможность даже. Ну, приедь ты в 10 утра, там, в воскресенье, да как ты туда поедешь в 10 утра? Для кого это сделано? У нас на шоу-матче, там, вот, который Леша Катков организует, и то больше людей как будто приходит заинтересованных. Там в Space может прийти там 200 человек посмотреть одну игру. А тут матч звезд играют все звезды российского бадминтона вроде как. Ну, то есть не хватает тех людей, либо желания, возможно, кто может грамотно сделать так, чтобы это действительно вышло. Скорее всего, желания не хватает. Ну, провели для галочки, вроде есть, мы это сделали. Как будто немного фальшиво получается. Не то, что мы развиваем, а мы просто покажем, что мы как будто развиваем. Как ты еще видишь, как еще можно развить бадминтон, чтобы он был более популярен и более массовый? Ну, наверное, какие-то турниры, которые будут хорошо распиарены, которые будут проводиться там, где-то в Москве, в удобных местах, где смогут люди даже, которые просто мимо идут, посмотреть. Может быть, какой-то корт постелить там в торговом центре, где-то сделать какой-то шоу-матч. В Европе такое бывает, они Да. делают. У нас почему-то пока, по-моему, не было. Это так, то есть телевидение уже привлекается, на Матч ТВ же показывают, тоже это можно еще раскручивать. Привлекать каких-то блогеров, тех же известных людей, привлекать, но федерация должна заниматься этим. А твой переход еще такой в деятельность медийную, записи видеороликов, кстати, которые набрали 100 с чем-то миллионов просмотров. Ну, максимальное пока видео это 117 миллионов. 117 миллионов просмотров. Как ты думаешь, насколько это положительный опыт? Ты сейчас дальше его развиваешь, и как тебе это помогло, как тренеру, либо, возможно, ученикам, которые смотрят, либо людям смотрят, которые такие видеоролики, им это помогает развиваться дальше, достигать успехов? Как тренеру очень помогло. Потому что мне, когда мы давай попробуем учить людей тоже по видео, и мы стали разбирать, а как мы это сами-то делаем? Мы тогда с Колей тоже стреляли, а как мы это делаем? Давай сами смотреть, как мы делаем. И мы начали вот на атомы разбирать каждый удар, и тогда до нас доходили какие-то моменты, которые мы потом стали транслировать уже любителям. Вот тут оказывается такой нюанс, а тут там нельзя сюда там заворачивать кисть или еще какие-то моменты, которые ты не обращаешь внимания, когда ты игрок. Поэтому вот это было круто. И мы теперь видим многие там нюансы косяков техники, потому что сами разбирали их перед видео. Ну и вообще там 117 миллионов получить просмотров, ну круто. Это повлияло как-то на твой приток там дополнительно? Люди, которые увидели видео на Ютубе, они к тебе пришли и сказали: вот, Виталий, мы видели видео, мы к тебе специально пришли, чтобы ты нас научил так же бить, как ты бьешь. Я думаю, повлияло. Но мы как-то этой целью не задавались. Нам просто хотелось, давай еще больше подписчиков, как можно сделать? Так давай будем обучать людей по видео, давай будем обучать. А давай теперь сегодня какой-нибудь фан снимем. Что мы можем сделать? Давай ты там смеш в прыжке на 360 градусов развернешься и ударишь. О, круто, давай. Ну, просто это интересное времяпрепровождение даже, а не то, что мы боролись за приток каких-то новых клиентов. Мы сами просто кайфовали от этих видео, когда мы снимали. Но мы пытались, на самом деле, как-то популяризировать еще сильнее бадминтон.
Идеальный спортсмен. Еще рубрика. Давай, кстати, идеальный спортсмен. Это новое. Виталий, новая рубрика. Собери идеального спортсмена по отдельным показателям. Допустим, начнем с техники. Кто, по твоему мнению, сначала из мировых, потом наших спортсменов? Лучшая техника. Ну, Аксельсон. Все как в учебнике, четко я замахнулся каждый раз, закол локоть, не как индонезийцы, там, выдергивает снизу и Хорошо, наших спортсменов. банально. Из наших Да. Оглоблен. Про Оглоблина, кстати, сказали, что он какой-то не такой странный играет, и Ну, он другой рукой играет, другой поэтому рукой он играет, странный. поэтому в сборной, ты не для сборной. А так, если Переучивается. только про технику говорить, Давай. мне нравится, как он играет. Хорошо, лучшее передвижение по корту. Да, блин, все нормально двигаются. Ну, для Не тебя знаю прям, ты кого. вот видишь, понимаешь, идеальное передвижение, все супер, не убавить, не прибавить. Да, ну, бери любого там. Ну, Витасарн какой-нибудь, кто там двигается. Да все круто двигаются. Но Не прикопаться. Витисарн с Чё? его телосложением, он очень хорошо должен двигаться. Мамото красиво очень двигался. Как-то Мамото, быстро везде да. как будто был. Наш спортсмен. Ладно. Не знаю. Кстати, а вот кто двигается... Женя Косецк. Ну, кстати, да. Женя хорошо. Кто двигается, вот на Личингвее, мне кажется, просто идеально. Вэй круто Вообще. двигался. Очень красиво. Хорошо, лучшая ментальность, лучшая психология. Каролина Марин. Мгм. Потому что она давила. Боец? Да вообще столько травм иметь и опять на такой уровень подниматься Она и не сломаться. опять выходит. И где-то в Испании, где вообще нет никого, можно сказать. Ты одна и просто весь мир же обыгрываешь. Точно твердый характер имеет. Наш спортсмен. Дубовенко, например. Наш спортсмен считается. А когда он на характере что выиграл? Да, тут не то, что ты на характере выиграл что-то, а просто весь матч ты проводишь, как ты ментально жесток так. То есть какой-то твердый там в каких-то моментах. Ты никогда не сделаешь какую-нибудь фигню в важном моменте. Лучшая физическая подготовка. Нараока. Нараок. Может бегать вечно, смотреть невозможно. Не, Нараоку надо забанить от бадминтона. Нельзя. так. Смотреть невозможно его матчи. Чемпионат мира этот с Витисарном, когда они бегали. Да. Ну, с Нарокой просто, ладно, наш отечественный. Кто такой выносливый прямо? Должен быть какой-то одиночник. Ну, Серега Сирант, может. Даже не знаю, кого выбрать так из наших. Ну, раз он всех обыгрывает, наверное, он и физически сильнее. Мне кажется, такой один из самых выносливых это Вова Мальков. Вова был. Мальков как Да, раз. Вова Он Мальков выжил из жесткий себя был. максимум, мне кажется, просто. Ну да, столько времени, такая карьера. Да, красавчик. Так, лучший по дисциплине. Аксельсон. Ну, просто мы Там просто, многих ну, не знаем. ну, да. Или по поведению на корте. Ну, Аксельсон тоже он такой добряк, он никогда не лезет. Ну, как он рассказывает там, что я кушаю, и показывает все, и что когда он там был ковид, когда он взял личный самолет, чтобы быстрее улететь, тренироваться, ну, мне кажется, круто. Это залог, ключ к успеху. Просто берешь личный самолет. Вообще в и Дании едешь. они заточены на каждом мелочи. Ну, То тут есть все вот эта просто было с дисциплина. Аксельсоном, а из наших Да нету ни у кого дисциплин. ни у кого нет. Чтобы такие Такой жесткие, нет. там, как Криштиану Роналду от России, не знаю. Ну, все, наверное, примерно одинаковые. Но ты же не знаешь всех, кто что там делает вне Ну да. корта. Ну да. Особо. Ну, там вот, например, Максим Оглоблин, я знаю, что он алкоголь никогда не пробовал. Вообще, то есть все знают, и он все держится, и говорит, я хочу вот еще продержаться, чтобы никогда не попробовать. Респект. Мне нравится это. Как Бьерн, да. Ну, вот это дисциплина тоже, можно сказать. Ты же попадаешь, там, наверное, скорее всего, в разные тусовки, тут, в его-то возрасте особенно. Бывало, Он говорит, все, попадал. Виталий, я держусь. Кремень. Меня пытаются сломать, но я нет. Самый талантливый, заключительный вопрос, самый талантливый спортсмен. Ну, Женя Косецкая, например. Крутой талант вообще. Сумасшедшая играет, там, замахивается, непонятно, какой удар сделает. Ты с Ваньком как-то говорил, когда он с Гинтинком его поставили сыграть одиночку. Я говорю, что тебе запомнилось там из матча? Ну, такой сыграл, что он, когда вот, говорит, если ему чуть время дашь на задней линии, он выпрыгивает, и все, я не знаю, все там 4 угла, что будет, непонятно. И все одинаково. Говорит, я такое только с Личинвеем испытывал, когда я играл как-то разок. И все, и он бьет, и ты не знаешь, что произойдет. Один замах, все удары. Ну, может, там замах и не один, но просто вот он выходит, и все. Я, говорит, никогда не знаю. Он может в любую точку положить просто. Ну что, блиц? Блиц, ну, такой разминочный блиц. Ты можешь не слишком коротко Ага. отвечать. Какой самый странный совет ты получал от тренера? Один раз играл крутой матч
когда в академии был в Дании, с датским игроком, такой был Даниэль Дамгард. Ну, там был где-то на подходе к сборной. Если мы поехали играть в какой-то турнир, и мне вот Кельсен как раз говорит, он такой пижон, он тебя еще не знает, ты ему первую партию проиграй. Он типа там начнет пижонить, потом всякую ерунду делать, там и не сможет собраться. Ну все, мы идем там, полпартии сыграли. И Кельсен говорит, да я могу его затащить сейчас. Что, я чувствую, что по силам мне его обыграть. Он говорит, не надо, Да. не надо, дай ему. Пусть он Нормально, почувствует конечно. преимущество, и тогда он, наверное, там начнет какие-то делать пижонистые движения, там на публику играть, там выпендриваться, какие-то обманки, и все. И потом собраться не сможет. Я его знаю, он тут играл в резерве сборной. Я говорю, ну ладно, сливаю эту первую Слил? партию, да. Он говорит, во второй, там, начало так ему дай, пусть он еще думает, что все так и идет, как он планировал. Ну, все идет, потом он мне говорит, давай, все, гаси. Пора. Да, даже до середины еще не дошло второй партии. Ну и все, я уже начинаю по полной включаться там. Он как бы сначала ничего понять не может, вроде там, я веду, да, все нормально, ну ладно, там 2-3 розыгрыша, там тут выиграл как-то, ну ладно, я даже не замечаю его. Потом уже начинаю его поджимать, уже счет равный. И все, и он тогда начинает сыпаться, начинает ошибаться на каких-то простых вещах, Так. начинает нервничать, все, я эту партию забираю. В третьей он говорит, давай ты прямо с первого гаси. То есть тебе нужно тут немного задел сделать, чтобы он уже занервничал, чтобы он тогда уже мандражил, что боялся проиграть, тогда у него там все посыпется. Ну, в общем, так все и получилось. Да. Я с первого начал мочить все и выиграл эту игру. Легко. Ну, третью Ну, легко. не легко, но там не 19 было, ну, там, может быть, 14-15. Вот такую Ничего тактику себе. он придумал. Проиграй первую. Первую Да. отдавай вообще. Проиграй. Но потом я с ним переход. еще раз играл, я уже проиграл. Он уже знал, он вышел там заряженный с первого очка, я сразу же? проиграл. А, Ну, там блин. потом мы через полгода где-то играли. А Интересно. первый раз он говорит, вот ты только приехал в Данию, он не знает, тебе какой-то русский, приехал, там русский в этот бадминтон играть не умеет. Он начнет там выпендриваться. И все, и так и получилось. Интересно. Мы с ним радовались, потом там пошли, даже в бар там пиво выпили. А если бы ты не стал бадминтонистом, то чем бы ты занимался? Да я бы занимался каким-то спортом точно, мне кажется. Я люблю весь спорт, люблю во все играть. То есть даже какой-то там досуг я хочу провести где-нибудь во что-нибудь играя. Ну, не знаю, в падл бы играл бы. Жаль, его раньше не было. Ладно. Так, дальше. Если бы твоя ракетка могла говорить, что бы она тебе сказала? Она бы мне сказала спасибо, что ты меня не ломал. Я никогда не ломал ракетки. А, никогда? Со злости никогда не да? ломал. А бросал? Ну, бросал, конечно, как-то аккуратно. Но чтобы вот так со злости сломать, или когда от проигранного матча сломать, не помню. Один раз я там, и то не ракетку. Я пнул какую-то коробку или что-то, когда мы проиграли, помню, в Саратове играли пару. Я с Колей Николаенко, а Саша Николаенко с Сашей Ремезовым. Он до сих пор вспоминает этот матч. Мы играем, как всегда, там в 10 вечера, ни одного человека на трибунах, мы играем в финал. Там матч такой сумасшедший. Мы с Колей там заряжены, все. Мы там, причем только разбились парой, по-моему. Мы с Колей надо доказать, что вот мы лучшие. Ну и этот матч проигрываем. Там в 3 партии рубка. А я какую-то коробку от Валанов как пнула, она через весь зал летела так красиво. Я помню этот матч, это один из таких любимых матчей, который любит Александр Михайлович вспоминать, как Виталик после игры Валанчика синий еще прокорд, коробка, он как пинанул ее со злости через весь зал, там летело долго. Но его можно понять, конечно, мы были принципиальное соперничество. До сих пор мы ее вспоминаем. Никого нет, и мы там рубимся. Какой суперсилой ты хотел бы обладать на корте? Чтобы каждый удар у меня соплей переваливался. А подача? Хорошая Ну, подачу. все, ну это да, это... Так, если бы ты мог сыграть в бадминтон с кем угодно, вот с каким-то историческим персонажем, то с кем бы ты сыграл из бадминтона? Я вот все время любил наблюдать матчи Тофика Хидаята. Вот мы когда на турнирах были, единственное, которое я хотел пойти матч в зал посмотреть, всегда на него. Вот сколько успел. Вот он красиво играл, зараза. Ну, А с ним Линдан? бы можно было поиграть. Ну, Линдана не всегда смотрел, а вот за этим прям постоянно. Единственный, наверное, человек, за которым я шел смотреть в зал специально, в зал не на свои игры, а на его матч просто. Так, а если бы ты мог себе дать один совет в начале карьеры, то что бы ты себе посоветовал? Найми психолога. Поработай со спортивным психологом, это тебе поможет. Что для тебя бадминтон и как он изменил твою жизнь? Можно да, это коротко. вся моя жизнь. Все. И свободное времяпрепровождение, и досуг, и какое-то любимое дело, и работа теперь. То есть это вся жизнь моя посвящена бадминтону, можно сказать. Как ты хочешь, чтобы тебя запомнили в бадминтоне? Хороший игрок, хороший тренер. Достиг там многого, когда был игрок. Достиг большего даже, чем достиг большего, когда стал тренером. Ну, ты хороший игрок уже, и уже хороший тренер.
Ну, все получается, дело сделано. Ну что, интересная беседа, Виталий, интересный диалог. Спасибо тебе большое за Да, вообще, спасибо, круто было интересные с вами ответы. Но побеседовать. это не в последний раз, потому что у нас вопросов еще куча Вопросов осталось. много. За 2 часа не успеть. Ну. Поэтому еще раз надо как-нибудь собраться. Ну, давай завтра тогда. Давай с утра в Раменском в Да, в 10:00. Раменском, 10:00. 10 утра. Как раз никого там не бывает. Поставим микрофон Как раз и там пустой зал все время. поехали.